Окантованный скин! Yes! По итогу у меня задание это выполнено. Взятка для предсказателя. Ожидание сдачи персонажу. Мне нужно как-то добыть скин в моем измерении, а потом еще и сделать ему огранку. Без этого не получится провести таинственный ритуал от Расула. Ну, в общем-то, я все сделал. Мне сюда? Дана? Даны нигде нет. Так, подожди, а может быть мне нужно просто зайти? Ага, понятно. Ну, добыл? Да, добыл. Какой молодец. Честно говоря, я сомневалась, что ты сможешь справиться сам. Теперь тебе осталось только найти тот камень с цветком. И можем идти. А ты что думал? Я достану 40 слитков золота и все остальное тоже? Я могла бы это сделать. Но раз уж мы вынуждены сотрудничать, то и задачи делим пополам. Давай, времени мало. Меньше болтовни, больше дела. Я тебя здесь подожду. Что? Ты чё, серьезно? Ты знаешь, я единственный, кто мог это сделать. Я буквально сделал всю грязную работу. И дай угадаю, ты сейчас исчезнешь. А, не исчезает. Что мне нужно сделать? Какой еще цветок? Какой еще камень? Это издевательство какое-то. Похоже, Дана очень обиделась, что я не пустил ее в свое измерение. И теперь пытается на мне отыграться. Надеюсь, мое решение не пускать ее было верным. Я должен добыть лунный камень и светоцвет. Ну, понятно, да, окей. На самом деле, я уверен, что я сделал все хорошо. Типа, хорошо, что я ее не пустил. Да, мы бы получили этот камень, но, возможно, потом была бы жопа. Вот оно, лунный камень. Не крафтится, но при этом я точно знаю то, что его можно купить. Его точно можно купить на внешнем рынке. Так, а также мне понадобится светоцвет, который... Это? Нет. А, вот он, светоцвет. Крафта у него никакого нет, но... Я понял. Его просто нужно найти, да? Недаром здесь очень много всего растет. И, например, это у нас... Что? Господи... горчица? Серьезно? Пионы, райская птица, желтый гибискус. Нет, светоцвета пока не вижу. Может быть, мой план полное говно. В любом случае, вот тот самый лунный камень, который продается у ювелира. Найс, приобретаем. И теперь остается найти светоцвет. Это дельфиниум, морская горчица опять. Да что ж такое-то? Долбаная горчица. Я почему-то мега-супер сильно уверен, что подобное растет на... Ну, не знаю, каком-то балконе, на какой-то клумбе. Черт, тут так много цветов. Правда, они каждый раз разные. О, боже! Это точно! Да! Да, черт возьми! Светоцветик мой любименький. Так я и думал, что просто гуляя по городу можно обнаружить. Взятка для предсказателя. Ожидание сдачи персонажу. Ну, по сути, я так понимаю, должен все это кинуть тебе, да? Вот. Ну-ка. Нет? А как? Просто надеюсь, ты раздобыл? Да, все у меня. Обновление взятка для предсказателя. Выполнена. Галочка. О, наконец-то, господи. Наконец. Это такой сложный квест был на самом деле. По всему городу походить. Эй, а это обязательно? Господи, Дана, храни гнев Мтити твою душу. Зачем ж так пугать-то, а? Я подумал, что это кто-то другой из братства, а я-то без маски. О, Расул, нет ни одного человека, кто не знал бы, что ты — это ты. Этот маскарад мне уже так надоел, бога ради. Ну-ну, если бы ты и Бурис не подрывали основы нашего общества, нам бы удалось сохранить анонимность. Да. Мы все принесли. Ты готов к ритуалу? Ну, почти. Вот только скажи мне, неужели вы реально добыли окантованный скинт? Да. Да ну, да разве же это вообще возможно? Последний такой кристалл мой дед видел. Ну да, молодец твой дед. Знаешь, я такие поделки в свободное время мастерю. Ну? Ладно, давайте его сюда. Я все приготовлю, и мы начнем. Ладно. Окантованный скинт, вот. Дорогая штука, я так понимаю. Поверить не могу, боже, он же настоящий. Ну, так мы начинаем? Не, моя плата. Все помнит. Сколько там? 40 слитков. А, и еще получается лунный камень. А, ну да, лунный камень и зачем-то, не знаю, светоцвет.
Возьмите. Угу, хорошо. И что сейчас будет-то? Что сейчас будет? Господи, что это за ритуал? Самое главное, никто ничего не объяснил. Просто ритуал, который позволит узнать лучше про Дидинахвамдис. Какие-то ритуальные штуки такие страшные. С лицами прям. Так. Допустим. Ну, дальше-то что? Ну, Дана, да не торопи меня. Что-то тут не так. Ты что, издеваешься надо мной, а? У нас нет времени на то, чтобы что-то пошло не так. Да, я понимаю, но это запрещенный ритуал, который я никогда не провожу. Сейчас. Сейчас, подожди. Господи. Я клянусь тебе, я все сделал правильно, тут так написано. Видимо, расстановке нужно время, чтобы напитаться энергией. Господи, ну и сколько нужно времени? Я могу добавить парочку кристаллов, это усилит астральное поле, но вообще, думаю, не меньше 6 часов. Больше тоже вряд ли, поэтому... Да ничего я не могу с этим сделать, Дана, ничего! Да я даже готов использовать свои кристаллы. А ты сама знаешь, настоящих кристаллов почти не осталось в Мисре. Ну знаешь ли, один ретивый апт эту проблему уже решил. Ты, значит, да? Ну ладно, все. Придем через 6 часов, так и быть. Лолошка, за мной. Ладно. Что это, блин, за ритуал? Мне очень интересно узнать. Учитывая то, что ему нужна такая огромная энергия, понимаете? Так. Дана, Дана, подожди, типа мы просто должны прийти сюда через 6 часов? Типа там пока, чао, как обычно, нет? Что-то мне подсказывает, что должно произойти что-то невероятно масштабное. Потому что если это запрещенный ритуал, если там используется что-то подобное в виде огромного сгустка энергии, с Мисром и с этим городом... случится какая-то жопа. Ставлю на это. Но ставлю немного. То есть я уверен в этом примерно, ну, на 60%. А вот что за жопа может произойти, да и вообще что это за ритуал, мы узнаем уже в следующей серии. Ну я уверен, ждет что-то невероятное. Впервые за все сезоны мы добыли столько скинта из нашего измерения. Надеюсь, что вам нравится эта серия. Надеюсь, что вам нравится, как разбивается сюжет. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и обязательно подписываться. Совсем недавно на нашем канале стукнуло 10 миллионов подписчиков. И, как вы понимаете, дальше больше. И это дальше больше мы, как создатели Ясен Пень, пытаемся продвигать. Но в то же время мы надеемся и на вас. На ваши маленькие нажатия в виде лайков и подписок. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте эту фразу. Умоляю вас. Ну а если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, какой-то ритуал и даже книга Алкогести. Всем удачи, всем пока. Пока. Откройся мне, завеса тайн! Мади! Шамс! Юхрип! Смотрите же в кристалл! Боже мой, что происходит? Кетра, что? Ой, Лолошка? Я видел. Кетра, я видел! Ой-ой-ой, запрещенный ритуал с использованием окантованного скинта. Друзья, сегодня нас ждет нечто поистине масштабное и, повторяюсь, запрещенное. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы создали запрещенный скинт. Или окантованный, ну неважно. Короче, предмет, который позволит провести как раз-таки запрещенный ритуал. Ага, все-таки магия в этом мире более чем существует. Напомню, запрещенный ритуал проводится по желанию Даны и под присмотром золотой маски по имени Расул. А вот что делает данный ритуал, увы, непонятно. Надеюсь, сегодня узнаем. Я помню, что Дана, опять же, при помощи этого ритуала хотела узнать какую-то всю правду про зеленый континент. Типа,
как там появились монстры. Ну, посмотрим, может быть, даже получится. Даже непонятно, что ж такого там запрещенного. Так, на всякий случай выходим сюда. Акетрас, Дерек. Не открывается, понятно. Проверяем кухню, кладовки. Абди, Хануф, кто-нибудь! Бога ради. Так, ну ладно, я в целом понял то, что мне нужно встретиться с Даной. Стоп. О, ты погляди, кто это. Стоп, а это? Е-мать! Что? Бурис Аль-Мухариб? Ладно, это уже какая-то необычная встреча. Привет. Да, я ж говорю вам, высокий Амар. Ну закончились они у меня, закончились. Хара, Аль-Мухариб, но они возятся только в оазисах в пустыне. Нет, нет, точно нет. Я что, по-твоему, странствующий рыбак, что ли? О, Лолошка. Слушай, прости, дружище, я, как видишь, на работе, не поболтаем. О, маленький Абд, рассказывающий небылицы. Ложка. Хочешь ли ты выполнить персональное поручение от высокого Амара Фараона? Так, а вообще... Да. Просто мне... А мне Бурис такой нет, нет кивает. Но я хочу написать да. Мудрое решение, маленький Абд. Ты отправишься на поиски оазиса в пустыне. Мне нужен голубой лобстер. Сегодня посвящение у моего лучшего ученика. А для ритуала необходима кровь голубого лобстера. Бурис же считает, что это лишнее. Он не понимает, что традиции необходимо сохранять. Абд тебе, ты в фараоновой бараке. До заката. Тебе все ясно? Да, есть. То-то же. Я пошел. Прости, Бурис. Я просто хотел узнать, Ну что будет... что ж такое-то, ну вот надо было, харать я в рот. Стою тут гримасы ему строю, чтобы отказался. Но нет, я Лолошка. Я хочу помочь большому и страшному Амару с его бредовыми идеями. Ха-ха-ха. Вот харат, а. Ладно, ладно, не парься. Этих лобстеров полно в оазисах, там особые водоросли. Ими питаются пресноводные рачки, а лобстеры питаются и водорослями, и рачками. Но я туда не полезу, не. Я капитан, а не рыбак. Сам понимаешь, дела, всякое такое. Да и вдобавок мы с Даной что-то давненько не виделись. Она все время с тобой теперь. О! Чувак, это Дана. Опа! А? Дана! Сегодня приходи вечером ко мне. Ну зачем? Хара, я... А тебя-то где носит, ханзирья башка? Я стою, жду тебя как дура. А ты тут с Бурисом ошиваешься, серьезно? Эй, Даночка, давайте вы разборки будете... Что? А ну-ка тихо тут. Хорошо. То-то же. Быстро со мной. А чё? Я же шел как раз, бога ради! Я еще и согласился на какого-то лобстера! Долбаный синий лобстер! Что это вообще такое? Бурис, потом поболтаем. Ага, хорошо. Опа-па. Е-мать. Не очень-то вы расторопные. Ой, не начинай. Просто тут кое-кто. Да тихо, тихо, мне так даже лучше. Кристаллы успели хорошо зарядиться энергией скинта. Давайте побыстрее со всем этим закончим, хорошо? Ну, будь по-твоему. Так, а мне что, сесть надо? Что мне надо сделать? Давайте побыстрее закончим с этим, хорошо? Давай? Что мне сделать надо? О, сел. Да внемлет же мне прошлое, что лежит за гранью. Откройся мне, завеса тайн. Мади, Шамс, Йохриб. Смотрите же в кристалл. Узрите прошлое. Узрите момент падения. Боже мой, что происходит? Смотри, это золотые маски. Но какие золотые маски? Видимо, это уже не важно. Ема, это же статуя! Это статуя Селиасет! Огромная статуя Селиасет! Охренеть.
Это один большой афиг. О. Ага. И после этого что-то произошло со временем, да? Да, но из-за этого ты еще не понимаешь. Емать! Не понимаешь, откуда появились монстры, хотел сказать. Что за нахрен? Обалдеть. Шок. Это был шок сейчас. Получилось! Оно получилось! Эй, ты чего так смотришь, будто настоящего Той Фетуна увидела? Эй, вы! Что вы там видели? Не твое дело. Чел. Эй, парень! Что вы там видели? Дану в нижнем белье. Мы видели, что ваше братство виновно в падении на Хвамдиса. Мы видели, как огромные полчища монстров вырываются из тел тойфетунцев, осквернивших солнце Селиасет. То есть, погоди. Это получается Кара Селиасет? Она, видимо, была настолько в гневе с того, что ее солнце между рогов трогали. Точнее, даже не то, что трогали, а уронили, что она сделала вот это. Хотя, может быть, конечно, это и не Кара. Может быть, это солнце удерживало проклятие какое-то. Но, получается, ваше братство виновно в падении на Хвамдиса, величайшего города. Черт. Я давно подозревал что-то подобное. Не просто так ритуалы заглядывания в прошлое запрещены. Даже не знаю, что тебе сказать. Если бы существовало мирное решение, боги бы уже давно его предложили. Я не отступлюсь от цели братства. С тех пор многое изменилось. Хотя, немного нечестно такое скрывать, выставляя богов виноватыми во всех бедах. Но ничего, братство хотя бы движется к цели. А ты-то чего тут стоишь? Я бы на твоем месте Дану догнал. Или у тебя какие-то вопросы ко мне? Наверное, кстати. Нет, вопросов нет, спасибо за помощь. Зачем в ритуале используется скинт? Почему даже после того, как ты узнал, что это братство виновно в страданиях Мисра, ты продолжаешь быть на стороне Тойфетуна? В целом, третье понятно, потому что они все уже давным-давно фанатики. Зачем в ритуале используется скинт? Да? Подожди, ты что, серьезно? Ты же мироходец, должен знать. Погоди, или ты продолжаешь делать вид, что у тебя амнезия? Я не мироходец, Абд, мне мало что известно. Ой. О, господи. Ну, раз уж ты не торопишься за Даной, могу и рассказать, пока тут убираюсь. Скинт — это кристаллизованная в пустоте энергия межмирового перехода. Некоторые мироходцы научились собирать эти кристаллы и продают их в различных мирах, как дорогие безделушки. В Мисре как раз таки скинт появился именно так. Отличный способ заработка-то, если так подумать, да? Не знаю, кто там придумал его добывать, может быть, даже в каких-то мирах это основная валюта. Стоп, подожди, ты вообще о другом спрашивал, да? Короче, вот эта энергия скинта высвобождается с помощью резонанса с другими кристаллами. Ну, по крайней мере, с теми, которые добывали в Фараоновом проливе. Я же использую эту энергию для сотворения своих заклинаний. Даже несмотря на то, что у меня очень слабые магические способности. Как мне рассказывал один мироходец, в Мисре почти нет своей магии. И вообще, знаешь, что-то я заболтался уже. Иди-ка. Приятно иногда поделиться знаниями с тем, кто готов слушать, но все-таки... Если братья узнают, что я тут с тобой дружеские беседы вожу, ох. Да, хорошо, что никого нет. Не сносить мне моей золотой головы. Давай, иди отсюда. Ладно, пока. Всего доброго. О. О, блин, надо бы успеть найти этого лобстера. Скоро же закат. Интересно, где мне искать оазис? Не буду же я бегать, как дурак по пустыне. Надо спросить у кого-нибудь. И все?
Это все, что ты скажешь? Спросить у кого-нибудь? Блин, на самом деле я про этого лобстера уже забыл, боже мой. Зачем мне это дурацкое задание? Зачем я согласился на него? А, погоди. Бурис, здорово. Понятно, понятно, он все еще в афиге. Давай мы просто попробуем типа «Эй» написать или что-то подобное. «Эй» или «Бурис». Торговать я, самое главное, тоже не могу. Но давайте вот что поймем. Вся история Тоифутуна о том, что боги виноваты в монстрах на Зеленом континенте — ложь. Но в то же время даже Золотая Маска Расул не знал об этом. Он лишь догадывался. Возможно, об этом знает Салик, то есть самая главная Золотая Маска. И может быть, больше никто и не знает, кстати говоря. Потому что даже Дана была в шоке. Она не знала то, что все беды на Зеленом континенте из-за братства, в которое она вступила. Вот такие пироги, ребята. Запутано, запутано. Но, опять же, мы не понимаем, вот то, что все превратились в монстров, это кара Селиасет? Или же это просто какая-то магия, вырванная на свободу после падения этого шара? Так, короче, кого там надо спросить про лобстеров? Акетра, Сдерик, Тигра. Тигра, ты любишь синих лобстеров? Скажи, где они? Скажи мне, пожалуйста. Черт возьми, ты умеешь только ссать. А, погоди, а чё я туплю-то? Это же Сдерик, по-любому Сдерик знает. Он о еде шарит только так. Эй, Сдерик. Черт возьми. Да, спасибо за скоробея, но мне нужен какой-то персонаж. Хоть кто-нибудь. А, и кстати, Дана же куда-то убежала в эту сторону, да? Может быть, она на скамейке сидит? Там никого, здесь никого. Ладно, эта история становится запутанной. Или скорее просто непонятной. Здравствуйте, Порт Нара. Может быть, мне надо рыбака спросить? Или, кстати, Фараха какого-нибудь? Фараха я не вижу. Так, а там кто-нибудь? Опа. Ты погляди, кто это там стоит, а? Заривка! Но на всякий случай, погоди, давайте рыбака спросим, я знаю то, что он здесь. Здравствуйте. Торговать, медуза, селедка, треска. Нет, это явно не то. Эй, привет, Зарив, мы можем поговорить? О, батюшки! Лолошка! О, иди ко мне! Как же я рад! Совсем ненадолго сюда приплыл, но реально очень рад, что мы пересеклись. Ой, ты, наверное, про шахту пришел спросить, да? Если что, то дела в шахте идут отлично. Ну, кроме там разных заморочек с жильем, тыры-пыры. Выручка уже превысила мой годовой доход перевозчиком, представляешь? Это, конечно, до вычета всех расходов, но там не так и много получилось. Кстати, слушай, ты как-то давно не приезжал и... Пойдем-ка сюда. Ну да, прости, я что-то прям вообще не приезжал. Вот. Возьми, твоя доля. Хе-хе-хе. Я хоть и бизнесмен, но очень честный, если веду дела с друзьями. Если что, то хочешь, может быть, подвезу тебя куда-нибудь? Бесплатно, сегодня только так. О, Зарив, спасибо, конечно, но меня ждет другое песочное приключение. Не знаешь, где можно найти оазис в окрестностях Нара? Оазис? Слушай, а ты не можешь просто у себя дома ванну принять, а? О, прости, ладно. Слушай, я просто никогда не ошивался в окрестностях Нара ни со стороны Песчаного моря. Но если захочешь сплавать куда-нибудь, и я буду неподалеку, конечно, обращайся. Так, ну, мореплавание, Лазатеповая бухта, заброшенный порт, бла-бла-бла. Вот это похоже на оазис. Огромный такой оазис, больше, чем сам Нарфанис. Хотя мы понимаем то, что это то самое Молотово море. Ладно, по итогу что мне? Кому-то обратиться, да, другому человеку? Черт, 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 кто может еще-то знать, а? Блин, оазис не нашел, но зато получил утенов. Надо бы спросить кого-то более толкового в путешествиях по пустыне. Блин, ну это, конечно, еще такая более-менее нормальная подводка, но она мне не помогает. Вообще, я знаю то, что путешественник у нас хороший, это вроде Джамиль. Джамиль у нас в сладком утенке, может быть, к нему надо? Сладкий утенок. Джамилька, здорово. О, кого я вижу, Лолошка! Рад, что ты заглянул, здорово! Слушай, не видел ни тебя, ни Акетру после того, не самого приятного разговора. Ты как это, просто заскочил или вопрос какой-нибудь есть? Да, Джамиль, слушай, мне нужно найти оазис в пустыне, и как можно скорее. Шо, какое-то важное дело? Понял. Слушай, я помогу тебе, хорошо? Посетителей-то вон нет сейчас. Могу закрыться хоть до вечера. Но ты потом расскажешь своей госпоже, как я тебе помог. Договорились? Ладно, без проблем.
Чё, закрываемся? Хорошо, что нет посетителей. Как же я доволен. Чё, сегодня среда? Вторник? Пойдем. Тут, если что, не особо далеко. Пешком доберемся. Даже верблюда не понадобится. О, реально, оазис так близко? Так, напомню, мне нужны синие... Синие... Бог ради, я не помню, синие кальмары или лобстеры. Короче, кто-то синий. Так, в итоге мы приперлись. Что это за место? Мы тут явно еще ни разу не были. Фу, добрались. Мне, знаешь, раньше казалось, что оно ближе как-то. Хорошо, хоть вечер близко, не так жарко, да? Да, Джамиль, слушай, мне нужно торопиться. Ладно, ищи тогда то, зачем пришел. Что, Акетра захотела голубого лобстера на ужин, да? Впрочем, я уже даже боюсь что-то спрашивать. Подумайте снова, что я шпионю. Да уж. Ну, наверное, ты обратно-то уже сам дойдешь, да? Мне просто на работу возвращаться надо и все такое. Не забудь своей госпоже рассказать, какой я хороший, Лолошка. Ладно. Слушай, Джамиль, мне нужно кое-что тебе рассказать. О, я могу рассказать про Салика. Джамиль, нам нужно будет с тобой поговорить, но сейчас у меня нет времени. Да, Джамиль, я обязательно передам. Хотя, знаешь, мне кажется, что она и так тебя уже простила. А может, реально рассказать? Ну, знаете, так, окольными путями его подготовить. Подготовить к тому, что его отец жив. И при этом одна из главных золотых масок. Ну, давай. Ну, слушай, да, у меня сейчас как бы тоже нет времени. Но ты меня заинтриговал. Надеюсь, это что-то хорошее. Хотя лицо у тебя какое-то прям серьезное. Так, ну ладно, давай. Я пойду, всему свое время. Масалама. Давай, пока. Стоп, ты куда? Топиться пошел. Короче, мне нужны синие лобстеры. Ты красный лобстер, ты красный лобстер, и ты тоже красный лобстер. А чё, синие такие редкие, да? О, нашел! Синий лобстер, ты посмотри на него. Чё, мне его как, прям взять, выловить или убить? Я убил. Рыба-капитан. Так, по-моему, это не то, что мне нужно было. О, так тут еще один заспавнился, посмотри. Так, погоди. То есть мне не надо его убивать, да? Мне нужно как-то его взять все-таки. Черт возьми, что мне делать с этим лобстером? Может быть... Да, ты посмотри. Лобстер в ведре, то есть я могу его взять. И у меня, кстати, как раз есть ведро. Эй, лобстер, ну-ка иди сюда. О, отлично. Надо скорее возвращаться в Нарфанис. А как мне возвращаться? Понял, я думал, мне реально сейчас надо топать. Итак, снова всем привет. Мне вы все не нужны, честно говоря. У меня красный лобстер в ведре. Нужен был синий, он стал красным. Плевать. Единственная проблема то, что я даже не знаю, куда этого лобстера отдавать. Вся эта серия построена так, то что я как бы просто должен сам догадаться. Сам до Зарифа там дойти, получается, до Джамиля дойти, поболтать с ними. Я уверен, то, что я мог с кем-то еще поговорить, пока искал этого Джамиля. Тем не менее, давайте попробуем к Бурису, потому что он не исчезал. То есть он все еще там сидит, получается, да? О! Так, слушай, у меня лобстер. Явился, ты погляди, хара, Лолошка. Ты время-то видел, а? Аль-Мухариб за этого лобстера нас... Ты ведь нашел его, да? Вот он. То есть, да. Ну-ка. Хара, отлично. Давай сюда. А то, что он красный, вообще плевать. Ладно, возьми. Как мне дать? Да, мелковатый какой-то. Ладно, пойду отнесу в бойцовую яму на церемонию. А потом у меня свидание. Надеюсь, я не заставляю даму Дану ждать. Надейся. Все? О. Плюс 2 скоробей сюда. Плюс скоробей ауритеховый. Плюс лазотеповый. Обновление лобстера для Амара. Ну-ка, куда ты побежишь? Или ты просто исчезнешь? Да, ты просто исчезнешь. Так, подожди. А у меня какие-то задания еще есть? От Порту и Фетуну, бог фараон. Ну, в целом тут ничего нового. Само задание звучало так. Я повстречал Аль-Мухариба на рынке и получил от него странное распоряжение. Найти голубого лобстера. Бурис был прав. Кто меня за язык тянул? Не, ну на самом деле это хорошо, что я согласился, потому что по итогу ничего плохого не произошло. Зато мы получили прокачечку. 4 скоробея, ребята! Мне еще 1600 опыта, и я прокачаю полет до 2 уровня. А теперь резкий уход от главной темы. Ребят, как вы знаете, книга Алкогестии, купленная в предыдущей серии, не просто так. Она у нас позволяет клонировать вещи. Не все, само собой, но какие-то позволяет. Например, предыдущая серия идеально показала то, что звезда Незера когда-то да нужна. Следовательно,
Следовательно, если у меня появится большая книга алкогестии с зарядами, то у меня будет много звезд Незера. И тут до меня резко доходит. Я же могу копать даже в этом мире. Ну, то есть не в мире, а даже под Нарфонисом. То есть я банально ухожу сюда, дохожу до своей недоделанной фермы. Да, когда-то здесь должна расти была морковка или пшеница, но мы забили на это. Далее достаю стол исследователя, кладу молот Монту и... Промахиваюсь немножко. Так вот, кладу молот Монту и понимаю то, что я не прокачал нормально удар Монту. Ощутите себя богом, ударив по земле могучим молотом. Вызванная ударом волна выбивает на поверхность все ценное, то есть все руды. Сейчас у меня откат 50 секунд, радиус удара 7 блоков. Я, по идее, могу прямо сейчас взять себе опыт и повысить себе уровень. Но, смотри, тут у меня 1 звезда. Давай сначала сбросим случайные характеристики. И откат даже стал меньше, что? Далее повышаем уровень. Еще, потом больше опыта, побольше, давай. Далее прокачиваем до 36 откат и радиус 12. Допустим, я сейчас делаю 5 уровень. И... Чего? 6-й уровень тоже дает 12? Да что ж такое-то? Ладно, тогда я беру вот это, ломаю, беру факел и копаю вниз. О, сразу находим шахту. И давай протестируем, как это работает. Мне нужен редстоун! Вот это я понимаю. Железная руда. Немножко бесполезная, конечно, но что поделать. Зато мы понимаем то, что это правда работает. Да. О-хо-хо-хо! Это лучший артефакт, если бы мне нужно было куча руды. Ну, по сути, мне нужна куча руды. Это редстоуновая пыль. Так, и вот смотри, как это работает. Мы берем, выкидываем что-нибудь ненужное. Далее берем книгу алкогестии. И... Да, оно запитало. Вот, написано 8 редстоуна. Далее я ломаю. И оно продолжает запитывать то, что мне надо. Теперь, чисто теоретически, я из этого редстоуна, которого сколько у меня тут? Сколько? Как посмотреть? Вот, 36. Я могу сделать больше, например, железа. Сколько это будет стоить, непонятно, но вот сейчас у меня 36 заряда, я беру немножко железа. Чё? Это стоило почти всего заряда, серьезно! Короче, молот Монту это, конечно, круто, офигенно и так далее, но я понял то, что мне нужна кирка на удачу, чтобы добывать еще больше пыли. Оставим здесь какой-нибудь несуразный вейпоинт, сохраняем, телепортируемся на рынок Нара и пытаемся найти удачу. Эй, привет. Так, торговать. Мне нужна не починка, мне нужна удача. О, погоди, стоп, какой же я имбецил! Нет, мне не нужно это! У меня же есть свиток правды! Я могу зачароваться! Так, мне нужна алмазная кирка. Алмазная кирка... Нужно копание 45 уровня, точно. Так, тогда мне нужна хотя бы каменная кирка, иначе я не могу добывать редстоун. Далее мне нужно, получается, взять свиток Хэттентепа, нажать, положить. Давай. Да. Так, далее мне нужна эффективность 5 уровня. Цена в уровнях 11. Далее починку хочу. И... Да, наверное, все. Больше ничего не надо, да? Стоит это 15 уровней. Сейчас у меня 9. Это так дешево! Обалдеть! Ну вот, ребята, а вы жаловались, то, что я не пользуюсь огнями. Пользуюсь! Просто не было как бы момента. Надо еще срочно 2 уровня. Все, 15 уровень готов. Эффективность 5. Добавить. Починку добавить. Удачу обязательно. И зачаровать. Йоу, как же это круто. Первый раз использую, понимаете? Да, все. Смотрите, моя большая книга алкогестии теперь будет заряжаться только так. Всеми этими раскопками обязательно нужно заняться, но главное не потерять кирку. Поэтому все пока что куда-нибудь сюда. И возвращаемся в Нарфонис. Ребят, я тут решил на всякий случай проверить всех торговцев, просто посмотреть, что у них продается, бла-бла-бла. И на самом деле я решил запитать большую книгу алкогестии, потому что она запитывается при помощи глоустоуна и редстоуна. Но просто ходя вот тут вот рядом с этим фермером, я понял то, что у него продается то, что помогло бы мне в предыдущей серии. У него продается светоцвет. Тот самый! Но я его нашел на балконе, поэтому в какой-то степени даже плевать, если это... Что? Вот меня сейчас это прям, знаете, в ступор вогнало. Хануф, Абди? О, Абди, смотри, ложка. О, господин, я так рад вас видеть, вы не представляете. Как прошла ваша поездка? А мы вот, кстати, недавно закончили нашу 3-дневную службу. Собирались возвращаться домой. Там с котенком-то все в порядке.
Да? А подожди! А я мог вас встретить здесь и там? Фу, я уж боялась, что мы оставили недостаточно еды и воды. Ну вот, видишь, я же говорил, все будет в порядке. Кошки могут сами о себе позаботиться. Но это не означает, что я перестану беспокоиться. Это правда. Ты очень добрая, Хануф. Так, как прошло ваше путешествие на храмовый архипелаг Лолошка? Обалдеть! То есть, вы понимаете, они вообще не знают о тех событиях, когда мы увидели Смотрящего, когда была куча скоробеев, которые гнались за нами, как мы встретили Джодаха, и все вот это вот другое. То есть, они вообще ничего не знают. Рассказать вообще все, не упоминая Джодаха и Спенсера. Да нормально, ничего необычного. Дольше плыли, чем огонь добывали. Ну, давай расскажем все, не упоминая Джодаха и Спенсера. Ну-ка. О, нифига, я прям так. Да, там очень смешно, мы чуть не сдохли. Да, вот так вот все было. О, я помню. Да, она держала дома золотых скоробеев. Использовала она их не так часто. Но я в подробностях все запомнил. Да. Вам очень повезло, Лолошка. Эй, Хануф, а ты-то как? Ты в порядке? Да, Абди. Ой, хорошо, что с госпожой и Лолошкой все хорошо. Только меня очень беспокоит, что Кнефмтити зла на них с госпожой. Это может быть из-за твоих слов про нее, понимаешь, Абди? Нет, вряд ли, Хануф. Мы же не зря молились к Нефмтити 3 дня подряд-то. Ну да, ладно, ты прав, Абди. Ты прав. Лолошка, если что, мы с Абди просим за тебя прощения у Кнефмтити. Слушайте, а вообще, знаете, нам бы возвращаться, наверное. Мы задержались, чтобы посмотреть на закат, и... Закат особенно красив, когда смотришь его с любимыми. Да, Абди, слушай, нам действительно пора домой. Пойдемте. Неловкая такая встреча. Лолошка, я очень рад, что ваше путешествие закончилось хорошо. Все, пойдем, Хануф. А на меня плевать, да? Ну, действительно, нафига я нужен? Пришел, нашел, поболтал, ушел. Мне просто интересно, а я в итоге мог их встретить не в городе? Потому что сейчас мне буквально банально повезло. Я мог не появиться у той кошечки, не знаю, еще серию или даже 2. Хотя, наверное, если бы сюжет никак не двигался, то я бы в любом случае начал ходить по городу и так далее. Ну да ладно, сейчас нам четко дали понять, пора возвращаться домой. Может быть, даже Акетра дома, кстати. Ну-ка. О! Акетра? Что это? Ой, Лолошка? Я видел. Акетра, я видел! Слушай, я тут... Эй, Акетра! А что это у тебя сейчас было в руках, а? Неужели это золотая маска? Да какая маска, ты что? Это поднос, я просто идиотка! Я полная идиотка! Господи, Лолошка, давай просто завтра поговорим, хорошо? Иди спать. Я тебя прошу, не смотри на меня так, не надо. Завтра я всем все объясню. Абди и Хануф, да и Дерек уже спят. И мне поспать не помешает. О, черт. А я все видел. Спокойной ночи, Лолошка. Спокойной ночи. Ее пригласили в совет Тойфетуна стать золотой маской, вы понимаете? Обалдеть. То есть она заменит Салмана Муджалида. И, судя по всему, она согласилась, да? Не, ну, я уверен, что это какой-то многоходовочный план, и Акетре там не промыли мозги. Я очень на это надеюсь. Но постепенно я начинаю понимать то, что сюжет все больше кричит об этом. Типа, Акетре могут промыть мозги. Также заметно то, что сюжет постепенно движется к концу, потому что нам раскрывают Тойфетун, нам раскрывают богов, нам раскрывают локально каждого бога, раскрыли план Джодаха, всю правду про Зеленый континент. И, по идее, сейчас нам остается, вот знаете, из такого глобального раскрыть-то только, ну, 2 огня и отправление, да? Что-то мне подсказывает, что нас готовят к чему-то большему. И это большее прям, как близко. Либо все то, что я сказал, это бред, и я не прав. Тем не менее, на этом я буду постепенно заканчивать. Надеюсь, то, что вам понравилось. Из основного, что я смог себе подтвердить, с Даной невозможно подружиться. Это такая сценарная уловка, при которой мы понимаем то, что вроде бы можно... Но нет, она всегда будет тебя гнобить. Ребят, я очень надеюсь, что вы не забудете поставить лайк. Надеюсь, что вы не забудете подписаться. Спасибо всем, кто это делает. Это правда дает огромный буст мотивации. Ну а с вами был Лолошка.
и правда про зеленый континент. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Я с вами до конца, госпожа Акетра. Но... Ну что? Чего это вы вдруг так резко все стали такими моралистами, а? Никто из вас и малейшего понятия не имеет, через что я прохожу. Я буквально устроила всю вашу жизнь. Да я даже позволяла вам то, за что любой другой убил бы своего Абда, не раздумывая. Вы с Даной отправитесь на корабле Буриса. С вами будут люди Амара. А, черт возьми, я совершенно забыл то, что меня впервые отправляют на поиски огней без команды. Без Акетры, Сдерика, Хануф, Абди. Будет только Дана. Но Дана же не командный игрок. Ладно, походу надеемся каждый сам на себя. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором наконец-то, спустя более чем 60 серий, мы отправляемся в Дидинахвамдис. Да, я понимаю, тяжелое название города, но зато какого города? Исходя из того, что мы знали еще со времен живого скульптора, Нахвамдис был куда более величественным городом, чем даже Нарфанис. Не, ну оно и понятно, ведь находился этот город не абы где, а на богатом ресурсами зеленом континенте. И вы помните, как этот город пытался найти Синдбад? Кстати, где Синдбад? Так вот, видимо, мы не просто попытаемся, мы найдем этот проклятый город. Да, буквально проклятый, ведь совсем недавно мы узнали всю правду, почему его забросили. Давайте распишу коротко. При зарождении Тои-Фетуна Тайное Братство посмело впервые пойти против богов. Это привело к не самым радужным последствиям, когда они поперли против не абы какого бога, а того, кто олицетворяет саму жизнь — Селиасет. Другими словами, Тайным Братством был рожден первородный грех. Люди впервые пошли против бога. Ну и по итогу Тои-Фетун, решивший осквернить Селиасет, которая на минуточку даровала им богатый зеленый континент, умолчали о своих деяниях. Они умолчали, что это именно братство виновно в нищете многих людей в Мисре. Причем, заметьте, об этом не знали даже некоторые золотые маски. Например, Расул или Дана, которая в ужасе убежала. Надеюсь, теперь цепочка сложилась. Вот почему людям нельзя на зеленый континент. Вот почему фараон выпускает типа тупые законы. И я напомню то, что фараона как такового не существует. Это все Салик. У меня есть все причины полагать, что если об этом не знала Дана, то об этом никто не знает. Я намекаю на то, что, скорее всего, Салик в одиночку вертит всем Тои-Фетуном, обманывая даже своих приближенных, других золотых масок. Бутерброд мне в рот, вот это поворот! Также напомню, что в конце предыдущей серии у Акетры в руках мы увидели золотую маску, то есть ее пригласили уже не в совет города, а в совет Тои-Фетуна. Ну етить колотить, а? Неужели ей запудрили мозги? Она пообещала все сегодня рассказать, и это сегодня, сейчас... Почему спальня Акетры открыта? Эй, всем привет. Акетра? Акетра! О, нет. О, нет. О, я походу понял. Она сбежала, да? Да ты шо, Акетра? Бога ради. Ну, может быть, и не совсем сбежала. Я нажать по ней могу и не могу одновременно. Ладно, я понял, спите. Спите. Тигра. По тигре тоже не могу нажать. Так, окей. Я просто выдохнул. Типа, мне почему-то показалось то, что она сбежала. В музейной комнате никого. Здесь тоже никого. Абди, Хануф, Сдерик. О, Сдерик, привет. Вы чуть издеваетесь? Алло, почему я не могу ни с кем поговорить? Что за бред? Что происходит? Почему все такие молчаливые сегодня? Так, ладно, у меня есть еще одна идея. Нам, наверное, Ай, как же вкусно пахнет, нам Абди. надо просто пойти... Эй, потише, На Хануф. улицу. Сейчас же только утро. Ой, прости, я не хотела. О, Ложка! Эй, какого... Доброе утро, Ложка! Эй, Абди, что происходит? дурак? Ты же сам мне сказал только что быть потише. Ой, прости меня. Ну ты, конечно... Ого-го, кого это я вижу? Хануф? Абди? А вы чего так рано встали-то, а? И, кстати, где леди Акетра? В смысле, где? Хануф, эй, ты... Акетра. Может быть, уже скажем? Ребят, вот там. Здесь нет.
Да не-не-не, она вот там. Ее нет в спальне. Может быть, ее снова похитило братство? Эй, нет, Хануф, не паникуй. Ты же знаешь, в этом нет никакого смысла. Ой, фу. Я знаю, Авди, я знаю. Но просто события той ночи все еще не идут у меня из головы. Я так не могу. О, Хануф, все уже закончилось. Успокойся. Так, слушайте, ребят. Ну, может быть, раз Акетра теперь глава городского совета, то просто у них там, это, типа, утреннее совещание и все такое. А ведь, кстати, тогда я искренне рад за госпожу. О, это правда. Она мечтала об этом еще когда мы были совсем маленькими. Надеюсь, Халима радуется вместе с нами. Я тоже надеюсь. О, ребята, ну чё ж вы грусти-то нагнали, а? Ну зачем? Ничего, все хорошо. Пойдемте тогда на кухне завтракать. Раз уж госпожи нет, то и... Что ж вы расшумелись-то такую рань, а? О, госпожа. Госпожа, Акетра. Ну, это я. Чего вы здесь Пожалуйста, устроили? простите, что разбудили вас. Господи. А ну-ка быстро встали. Вы, конечно, правда громко говорили, но я еще до этого проснулась, ребята. Меня разбудило солнце. А вообще, я посреди ночи пошла наверх, потому что мне было жарко. Сначала-то все было отлично, прохлада, ветерочек, а потом рассвет. Я сначала пыталась отползать в тень деревьев, но потом стало слишком жарко. В общем, что я пытаюсь сказать этим? Вы все тут не виноваты. Опа, Сдерик. А что это у тебя здесь? О, ложка. Ребят, знаете, мне нужно вам кое-что всем рассказать. За завтраком. За мной. О, увидела меня и сразу вспомнила про золотую маску. Ну, конечно. Сейчас будет же. Сейчас они все узнают. Не, ну на самом деле ничего такого. Типа, если ей там не запудрили мозги, то она в теории через Той Фэтун может многое поменять. А вот что у нее там на уме, увы, мы не понимаем. Такое ощущение, что Акетрой на самом деле легко манипулировать. Как будто бы. Эх, ребят, мне нравится наша новая традиция есть на кухне. Знаешь, Сдерик, а мне нравится моя новая традиция есть каждый день. О, Абди, а это хорошая шутка. Но это не очень хорошо смеяться над своим прошлым. Ой, да ладно тебе, Хануф. Все же знают, что это шутка. Акетра, это вам. А вот это мне. Так и что? Рассказы о золотой маске будут? Ну что ж. Фу. Ребята, я даже не знаю, как начать. Полагаю, что вот так будет куда красноречивее. Неужели что? вы все это Не время понял. О. Леди Акетра, это как это понимать? Ладно, тише, Сдерик. Я уверена, у госпожи просто не было выбора. Госпожа, у вас ведь не было выбора. Я с вами до конца, госпожа Акетра, но я просто... Что? Что но? Что но просто? Я ничего такого не... Ну что? Чего это вы вдруг так резко все стали такими моралистами, а? Да я несколько лет подряд занимала низшие должности в городском совете. Довольствуюсь парочкой школ. Ну, как парочкой? Там еще исследовательский центр. Это все неважно. Я мечтала стать главой городского совета всю свою сознательную жизнь. Я написала столько книг о городской среде. Я не могу просто так отказаться от своей мечты. Даже если для этого придется... Совершать сделки с совестью. Нет, Абди, я не это... Носить эту идиотскую маску и играть в игры Салика, вот что я имею в виду. Просто посмотрите, во что мы все превратились. Мы и так уже достаточно повязаны с братством, чтобы играть в благородство. Вон, Лолошка, например, он проводит с людьми из братства больше времени, чем спит. Абсолютно каждый процесс в Мисре контролируется братством. Даже такие мелочи, как производство декоративных кристаллов. Ты, блин. Да, помню это. Да, Сдерик, казалось бы. Да и тем более, запомните, друзья, я все еще следую нашему главному плану. В
тереться к братству в доверие. Фу. Госпожа, я понимаю ваши метания, но просто... Да, господи, какие же еще метания-то, какие метания? Нет, Абди, ты не понимаешь. Ты не понимаешь меня. И ты тоже не понимаешь. Никто из вас и малейшего понятия не имеет, через что я прохожу. Я буквально устроила всю вашу жизнь. Прощала вам все ваши ошибки. Да я даже позволяла вам то, за что любой другой убил бы своего Абда, не раздумывая. И стоило мне один раз поступить неправильно, как вы тут же решили мне начать морали читать, серьезно? Черт. Спасибо за завтрак, Сдерик. У меня дела в совете. Остановите Акетру. Эй, стой! Стой, Акетра! Ложка. Ну, слушаю. Да уж, я думаю, вы прекрасно понимаете, что сейчас происходит. Да, мы четко увидели, как леди Акетри промыли мозги. Или, по крайней мере, продолжают их промывать. Конкретно вот этот момент дал мне сейчас понять, что леди Акетра для меня топ-1 персонаж по раскрываемости. То есть... Здесь видно, четко передается тот момент, как она ломается. Она не была изначально против, получается, Той Фетуна, и тут же резко стала за него. Нет, она все еще продолжает говорить, что она как бы против него, постепенно сдвигает эти нормы морали у себя в голове, и постепенно, опять же, она сама того не заметит, как все то, против чего она была, станет для нее нормой. Очень круто передали раскрываемость персонажа, но что я могу сказать, леди Акетра, Абди прав. Тебе не стоило соглашаться, потому что это идет вразрез с твоими убеждениями. Ты теряешь себя, Акетра. Эй, леди Акетра, никто из нас тебя не осуждает. Мы просто волнуемся, вот и все, леди Акетра. Мне нужно рассказать тебе о том, что произошло в Дидинахвамдисе, чтобы ты знала, что представляет из себя братство на самом деле. Что? Ты откуда знаешь? Ну хорошо, ладно. Слушаю тебя, Лолошка. О, так, готов выслушать, хорошо. Садитесь. Так. Как мне? Просто катсцена, понял? Та-та-та. Ну вот, короче, там вообще жопа. Да-да-да-да, там Селиасет, монстры, вот. Той Фетун был, это все из-за Той Фетуна. Тыры-пыры, ля-ля-ля. Да. Так, подожди, Лолошка. То есть ты хочешь сказать, что... Да, леди Акетра. Лолошка хочет сказать, что боги здесь ни при чем. Эй, в плане, ну как это ни при чем? Это явно божественная кара за посягательство на солнце Нахвамдиса, разве нет? Да, но я же всегда говорил, человек не должен обладать божественной силой. Господи, во что же я ввязалась-то, а? Черт. Леди, позвольте мне сказать. Да, давай, Сдерик. В общем, я молчал все это время, потому что доводы обеих сторон казались справедливыми. Ну, наверное. Да и люди из братства без своих масок — это такие же люди, как и мы с вами. Я бы не сказал, что наша с Даной поездка была ужасной. Ну, да, там были какие-то свои приколы, конечно. Но в целом-то под конец я уже привык и даже набрался смелости. Да, Абди, слушай, безусловно, мне не приходилось пройти через все то, что тебе, ну или же вам, леди. Но если я чему-то и научился, так это тому, что в торопях сказанная фраза может перечеркнуть многое. Тогда мне есть что добавить. Госпожа, простите меня, пожалуйста, что позволил своему страху перед братством говорить за себя. О, Абди. Ребят, встаньте. Ребят, простите, что накричала на вас. Я не считаю, что вы мне обязаны. Вы моя семья, и мне не стоило от вас скрывать мое решение. Да. Так вот. Все порешали, типа? Ох, неужели я это сказала? Семья. Да, Абди, мне тоже очень приятно это услышать от госпожи. И мне тоже. И что? Вам не страшно быть в одной семье с ужасной золотой маской, Госпожа, я просто считаю важным сказать, что мы вас не осуждаем, нет. Мы за вас волнуемся. Братство много лет училось искусству манипуляции людьми. Да ладно, Абди, успокойся, я же шучу. Просто шутка. Теперь, когда я знаю больше от Лолошки,
я буду еще осторожнее. Маска даст мне больше влияния как снаружи, так и изнутри. О, вот это правда. Вдобавок, посудите сами, Салик теперь наверняка уверен, что я на его стороне. Представляете, сижу на советах с самим богом-фараоном. Ну да. Смешно. Кстати, Лолошка, а вы разве сегодня не должны с Даной отправиться в Дидинахвамдис, м? После твоих рассказов я уже вообще не уверена, насколько это хорошая идея. Но уже поздно. Да и у нас и выбора-то нет. Хорошо. Значит, играем до конца. Огни у нас, козыри кое-какие имеются, да хотя бы тот же Бурис. Поэтому нужно быть сильными, ребята. О, госпожа, вот это настрой. Так, тихо, Сдерик. Лолошка, скажи, ты хочешь, чтобы я отправилась в Нахвамдис с тобой, м? Подожди, чего? Блин, это вот неожиданный вопрос. Я просто думаю, что теперь это не самая лучшая идея. Я реально очень надеюсь, что я сделал очень правильный выбор, рассказав про вот это вот все. Хотя не, знаете, что у меня теперь появилось из мыслей? Ей сейчас допромоют мозги, и она Салику расскажет о том, что я знаю про Селиасет. Ну ладно, я думаю, что она мне поверила, и ей не промоют мозги на этот раз. Надеюсь. Леди Акетра, вы что? Чтобы братству было проще нас контролировать? Не-не-не-не-не. Да и тем более, ты нужна в Нарфонисе. Да, я хочу, чтобы ты поплыла со мной. Твои боевые навыки будут полезны против монстров. Госпожа, прошу, не перекладывай такое сложное решение на меня. Короче, как я уже сказал, лучше будет, чтобы она осталась здесь. Я очень хочу в нее верить. Она там всех порешает своей золотой маской. Ну, спасибо, Лолошка. И да, ты прав. Нам не стоит всем находиться в одном месте. О, и еще. Тебе бы оставить здесь несколько своих огней, да? Потому что если верить Салику, Солнце Селиасет последний из них. О, что, реально? Я думаю, что братство не... Нет, не последний. О, Дана. Она... Дана, подслушивать некрасиво. Некрасиво. Зато Что- я красивая. Мне можно, Акетра. Эй, мальчик, ты что, думал, я вчера сбежала, потому что монстриков испугалась? Нет, я была вне себя. Мой отец, он ненавидел богов за то, что они сделали с этим миром. Папа потратил всю свою жизнь на поиски информации об огнях, об этом отправлении. Он свято в это верил. Он умер за это. И вот вчера я узнаю, что это было зря. Все это время это были лишь бестолковые амбиции братства из прошлого. Да серьезно, что ли? Черт. Да, сестра? Каково это узнать, что ты теперь заодно с теми, кто погубил этот мир? О, Дана, я с вами не заодно. Мне жаль, что так случилось с твоим отцом. Это правда. А я вот до сих пор не знаю, что произошло с моим. Но ты отвлеклась от темы, продолжай. Что значит не последний огонь? О, Я прошу прощения, а то и значит, храм мне в рот. О, Бурис. Сдерик. Господи, вы что, тут все друганы поголовно? Ну от чего? Так, ладно, ребята, долго мне еще там стоять-то, а? Огней точно 13, вот что я могу сказать. Ошибок быть не может. 13? Нет, но даже... Да, в странных странностях об этом ничего не сказано. Но кто бы ни был или не была, это... Стой, подожди. Ты что, тоже считаешь, что GDH это женщина? Ну да. Я бы очень хотела, чтобы она была женщиной. О, господи. Так, ладно, леди, если мы все-таки закончили, то вечером мы отплываем, между прочим. Хра. До вечера, сестра. Боже мой, Дана, ты серьезно, ты за этим пришла? Просто посмеяться надо мной? Да, давай вместе закатим глаза. Это было поздравление. Тьфу. Жду вечером, Лолошка. О, ладно. Твое. Хра-то, а? Ой, ну ладно. О, Дана, ну какая женщина, а? Да, ребят, вы уж простите, я пока не могу ей сказать, что я с вами. Да и вообще, я извиниться хотел, что...
Ладно, это, наверное, в другой обстановке нужно делать, да? Оставь-ка ты дома один из огней, Лолошка. А это еще зачем? А? Ха-ха. Ну как это зачем? Чтобы у той Фетуна не оказались все огни в сборе. И нас не заставили сразу плыть в отправление. Понятно? А так Лолошка скажет, что забыл дома какой-нибудь из огней, там, молот Монту, например, да и все. Плывем обратно, выигрываем время. И хочешь сказать, что они поведутся на это, да? Хара, еще спрашиваешь? Конечно, поведутся! Они же вас всех за идиотов держат! Ладно, тогда решено. Я отправляюсь в совет, чтобы не вызывать подозрений. Лолошка, вечером приду вас проводить. Ну давай. Удачи тебе. Пока-пока. Так, и вам тоже пока, ребят. Ну ладно. Пока. Эй, Лолошка, слушай, я приготовлю еды тебе в дорогу. А я помолюсь к Нефмтити за ваш успех. Ну, пока, ладно. Спасибо. Я счастлив, что госпожа Кетра не продала свою душу за место в совете, как я изначально подумал. Я присоединюсь к Хануф. Окей. То есть, получается, я все-таки хорошо сказал. Ну, то есть, выбор был правильный. И хорошо то, что я вот не взял Акетру с собой. Мне кажется, это тоже правильно. Ну, опять же, это все кажется. Как это повернется, фиг его знает. Так, Сдерик, ты мне еду сказал, приготовишь. Видимо, чуть попозже отдашь, да? Окей. Так, смотрите, мне сказали оставить какой-то огонь, чтобы потом, когда мы нашли все огни, мы не отправились куда? К отправлению, чтобы мы выиграли время тем, то, что отправимся обратно в Нарфани, заберем огонь, бла-бла-бла. И я вот думаю, то, что оставлю я, наверное, то, что не поможет в бою. Как мне, собственно, даже намекнули, молот Монту. Ну, допустим, вот так. Хотя не, ну куда его дома? Вы что, серьезно? Прунусик пишем, давай. Оставляем молот Монту. И на всякий случай посмотрим, что у нас здесь. Мало ли что-то поменялось. Тигра спит. Вот круто быть тигрой. Все хотят быть тигрой. Спишь себе, кушаешь, развлекаешься, играешь иногда, да? Насчет навыков я пока что могу прокачать, наверное, что-то из золотых скоробеев. Скорее всего, это будет бой, потому что нам намекнули про монстров. Поэтому давай, 56, 57, 89, 60. Йоу! Ой, у меня открылось могущество фараона. Каждая атака топором накладывает на игрока эффект силы, мощность которого зависит от уровня навыка. Давай, окей. Первый уровень, то есть мне будут давать силу первого уровня, да? Тигра, иди ко мне, моя миленькая маленькая. Я бью. Блин, видимо, против союзных не прокает. Я просто понимал то, что я не убью тигру, само собой. Давай попробуем против Сдерика. Нет, силу так просто не дают. А что мне дает сопротивление? Какая-то штука, которую я, наверное, давным-давно прокачал. Ну и ладно. Так, отправляемся из дома. Сейчас у меня примерно ощущение, что финал не просто близок, а... Не знаю, как будто он уже в следующей серии. Реально, какая-то серия 80-я. То есть, как будто бы финал сезона вот уже в 81-й серии. Но я понимаю то, что нам еще 2 огня нужно найти. По поводу той Фетуна мы как-то более-менее разобрались, да? Но вот это стойкое ощущение, что вот-вот что-то произойдет. Нам даже про GDH намекнули, заметьте. Все вкупе, вот эти намеки говорят о том, то, что скоро что-то будет. Так, а мне ж, по идее, надо... Ой-ой. Как вовремя приперся-то, а ты посмотри. А подожди, а мне теперь... Бляха-муха, я пришел в порт. Не совсем понятно, правильно ли я сделал. Мне, может быть, надо было к Сдерику теперь? Ой, красиво-то как, а? Ну, тут у нас есть корабли. Вижу той Фетун. Господи, как много всех людей. Привет, ребят. О, ну наконец-то. А я тебе тут сэндвичи наготовил. Сдерик, это же что-то предфинальное, как будто я с боссом буду драться каким-то. Хануф, если что, тоже помогала. Да. Лолошка, ты береги себя. Лолошка, я уверен, у вас все получится. Кнефмтити сказала, что больше на вас не обижается. Но она не могла такого сказать. Так, окей. О, кого вижу? Че это у вас у всех такие кислые лица, а? Ах ты. Ну, тихо, чё ж вы сразу, а? Я же просто пришел проводить свою сестру. Это вы, да? Вот как значит. Да-да, пора добывать последний из огней. А, погоди, что? Ты сам думаешь, что это последний? То, что их 13, ты не знаешь. Ты думаешь, что их 12, да? Я понял, то есть у нас прям реально туз в рукаве. Такой нормальный, серьезный туз. Ну давай.
Эй, Салик, все готово, можем отправляться. Да неужели? А ты что, с нами что ли? Черт тебя дери, имена! Ой, И нет, простите. вы втроем справитесь. Что? В любом случае жду вас с солнцем здесь, в Наре. Надо все проверить и подготовиться. Терпение, терпение, сестра. Ах, господи, как ты надоел. Ну вы посмотрите на нее, а? Так, ладно. В итоге... Эй, Лолошка, Лолошка. Удачи. Ой, да. Удачи. Ну... Эй, мальчик, я спать. Спокойной ночи. Угу. Утром приплывем. Такс. Она прям сюда зашла, да? Могу ли я с кем-то интересно поговорить? Вопрос. Бурис? Нет, здесь не могу. Белолицый, воин. Обалдеть, столько людей, ребята, столько людей. Я прямо сейчас среди тоев и тунцев реально иду за последним огнем. Это такой шок-контент. Что-то явно намечается, и это явное уже в следующей серии. Дамы и господа, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. И знаете, прямо сейчас в моем официальном мерч-магазине Мироходец.ру проходит акция. Начиная с 1 декабря по 10 января 2024 года к каждому заказу прикладывается индивидуальная эксклюзивная карточка. Новогодняя карточка благодарность, которую можно получить только в течение этих 40 дней. С 1 декабря по 10 января. Любой заказ в эти числа сопровождается данной карточкой. Любой. Можно заказать что угодно, и все равно она будет. Спасибо большое за вашу поддержку. Опять же, не забывайте про ваши маленькие нажатия, которые дают огромный буст к мотивации. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и якобы последний огонь, как считает Салик. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Впереди гнездо этих монстров. Если одна тварь проснется, она разбудит остальных. Так, О, что? Нет! Бога ради, я не понимаю, что делать! Они крутились возле того дома, как будто там что-то есть. Пойдем, проверим. Что? Черт возьми. Ну кто бы мог подумать, действительно. Что за шоу? О, возвращение на Зеленый континент. Нахождение Дидинахвамдиса, некогда великого города. Все это не то чтобы скоро. Все это прямо сейчас. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы плывем, дамы и господа. Возможно, это наше последнее нормальное путешествие. Но путешествие не абы куда, а на Зеленый континент, в заброшенный и проклятый город под названием Дидинахвамдис. Сегодня мы явно столкнемся с теми ужасами, которые заставили всех жителей Зеленого континента и города покинуть эти земли. Если говорить проще, жопу увидим. Вот. Так, ну и что у нас получается? Все спят, все дрыхнут, все готовятся. Солдаты Амара, Белолицый. И не спит только Бурис, да? Привет. Да, Лолошка, а ты-то что не спишь, а? Ты хоть знаешь, что в той части континента, куда мы направляемся, обитает куча монстров? Конечно, ты все знаешь. Так а чё не спишь-то тогда, Тоже нервничаешь? Я бы сейчас тоже не уснул. Даже если мне не нужно было этой махиной управлять. Прикинь, попытался уговорить Дану пришвартоваться в старом порту, где вы жили, а она даже слушать не хочет. В последнее время я совсем перестал ее понимать. Раньше ей дела не было до всех этих огней и все такое. Она хранила у себя Розу, а остальные ее не интересовали. Потом потеряла интересы к Розе, когда поняла, что она ей не поможет. А сейчас-то чё, погляди. Резко вдруг загорелась идея поскорее найти все огни и даже злиться, если что-то откладывается. Отказалась швартоваться у дальнего порта, хоть это и намного безопаснее. Да мы могли дойти из заброшенного порта до Нахвамдиса всего за 1,5 дня. И тогда бы не было риска, что корабль атакуют монстры. Но нет же, нет, все у нее не так. Такое ощущение, будто она хочет поскорее разделаться с этими поисками. Но я не понимаю, что будет потом. Вот добудем мы каким-то чудом солнца, да? Возможно, даже несколько из нас останется в живых.
Эти 1,5 человека вернутся в Нарфанис, и всей компанией что? Двинем в отправление? А дальше-то что? Что будет? Хра. Дана так торопится покончить с этими поисками, будто что-то знает, Лолошка, а мне при этом не говорит. Не нравится мне все это, ай, как не нравится. Зачем это Дане что-то от меня скрывать? Если... Погоди, если только она не знает, что... Я на вашей стороне. Так, я поговорю с ней. Братство же она тоже не поддерживает, да? Может, хотя бы выясню, что... Слушай, я... Могу тебе сказать кое-что стыдное? Давай. Мне очень страшно. Лолошка, ты даже не представляешь, мне очень-очень страшно. Мы плывем в обитель монстров, от которых наши предки сбежали много-много лет назад. Это же какое-то безумие, черт возьми. Ох, господи, Бурис. Привет. Ты проснулась? Удивительно, что остальные не проснулись. Ты так орешь, господи. Но про безумие ты все-таки прав. Если мы хотим выжить, нужно разработать план. Ну так я... Нет. План удлинить наше путешествие на 3 дня — это не план, Бурис. Наша цель — Солнце Селиасет. У нас нет задачи сохранить как можно больше людей. Нравится вам это или нет, но не думаю, что кто-то из Амаровых щенков вернется домой. Да ты... Дана, ты серьезно? Мы не можем так говорить о них, мы не можем просто ими пожертвовать. И почему же? То есть думаешь, будет лучше, если мы пожертвуем тобой, да? Мы могли бы бросить в котел этого нерадивого Абда. А может тебе? Но где гарантии, что мы сможем взять в руки солнце, Бурис? Что, если этот артефакт, как и остальные, дается только избранным? Дана, я не говорю, что мы должны жертвовать кем-то другим или тешить себя надеждами, что выживут все, хра. Я говорю, что мы должны беречь людей, вот что я пытаюсь до тебя донести. Потому что кроме того, чтобы добраться до огня, нам нужно будет вернуться обратно. Я знаю, что ты бесконечно быстрая и ловкая, сестра. Эй, не смей, не называй меня так. В общем, я не готов тобой рисковать. Ладно, будем осторожны. Кстати, я тебе еще не говорила, но судя по тому видению, что показывал нам Расул, эти монстры, ну, по крайней мере, часть из них, это бывшие члены братства. Что? Погоди, то есть эти монстры, это люди? О, черт, это ужасно! Ну вот тут ты прав, я тоже так думаю. И ведь наверняка Салик знает об этом. Знает? А это еще почему? Ну сам-то подумай, кто запретил нам жить на Зеленом континенте? Бог, фараон, конечно. Ладно, все с тобой понятно. Эй, ты, иди-ка сюда. Что? Ладно. Это Салик запретил проводить ритуалы узнавания прошлого. Он самый старший член братства и хранитель нашей истории. Он 100% знал, что произошло на Зеленом континенте. И не хотел, чтобы узнали мы. Бурис так хочет знать, что такое я от вас скрываю, да? Ладно, расскажу. Если выживем. Тебе это не понравится, Лолошка, точно не понравится. Эй, ребята, смотрите, мы подплываем. О, по кайфу. Эй, а ну-ка быстро всем, просыпаемся! Такой сон снился, такой сон. Приготовились! Мы подплываем к порту города Проклятого Солнца! Да. Ой, быстрее. Все достаем оружие! Будьте готовы пустить его в ход! Лук готов. Я достала лук! Уф, как много. Ох, рам мне в рожу. Ну-с, была не была. Поехали. Не теряем бдительности, парни! Уф. Сходим с корабля осторожно! Сначала мечники, а лучники страхуют! Ну что, парень, надеюсь, я тебя достаточно заинтриговала. И ты хотя бы просто постараешься не сдохнуть. Это... Господи. Мы реально здесь. Смотри, они все что-то пытаются найти. Че, они руки-то подняли? Ох, бляха, не хочу я туда выходить. Эй, чел! Чел! Так, нормально? О!
май гад! О май гад! Эй, Дана, осторожно! О, черт возьми, монстры, они реально существуют! Сюда! Даночка-то какая, ты погляди, разрубила его на 2 части. Силы-то у нее хоть отбавляй. Бурис аж охренел. Так, а где я? Куда я делся? Дана, да! Ой. Что? А, вот он я. Ну давай, скажи, вынужденная жертва, да? Что ты на них так всех смотришь? Вынужденная жертва? Ой. Я там что-то слышал. Скиньте тело в пески. Но, госпожа, это же неправильно. Мы должны воздать ему почести, как всем солдатам. Неужели вы... Смотрите, он же живой, помогите он ему. живой! О, какие же вы все. А, вы что сделали? Что вы наделали? Тихо! Послушали меня все внимательно. Ваш товарищ был уже мертв. Вы сами видели, что эта тварь своими когтями не оставила ему ни шанса. Но он же шевелился! Мы все видели! Да. Да, я видела. А вы Продолжатели. заметили, насколько эта крылатая тварь похожа на летучую мышь? А теперь подумайте, как она появилась. То есть это была летучая Именно! Эта штука была ей до того, как стала монстром. Какие же вы все тупые, а? Если монстр вас не съел, вы становитесь ему подобным. Теперь всем все понятно? О, нет. О май гад. Я меч приготовил. Я приготовил. Так. Даже страшно, если он прямо сейчас перевоплотится, вы понимаете? Что вы сделали, остолопы? Это был мой любимый клинок. Простите, но у вас есть и другие клинки, а жизнь у нас одна. Как же вы мне... Ладно, я надеюсь, вы хотя бы теперь поняли уровень угрозы. Вы все. Сбежать не получится. Отсидеться на корабле тоже. Ваш единственный шанс выжить — помочь нам как можно скорее раздобыть огонь. Вам всем все понятно? Да, нам всем все понятно. О, нам всем все понятно. Ой, ладно, хорошо. К нашему большому сожалению, солнце находится в самом центре города. Ладно. А как же мы до туда доберемся? Если я правильно понимаю, этих монстров сотни, а то и тысячи. Одна такая тварь убила одного нашего друга только что. Числа явно не в нашу пользу. А ты математик у нас, видимо, а не солдат. У нас нет другого выбора, я только что сказала. Собираемся и идем. Дана, ты прости уж, но я должен сказать, что отсидеться на корабле у кого-то все же получится. Что ты имеешь в виду? Мы не можем оставить корабль без присмотра. Все припасы брать с собой глупо и опасно, а их запах может привлечь других тварей. Своими крыльями и когтями они могут переломать наши мачты и изорвать все паруса. Ну ладно, да. Трое останутся с Бурисом охранять корабль. Только люди Буриса. Солдаты понадобятся нам самим. 10 минут на подготовиться, давайте! Берем все необходимое. Пипец, страшно, пипец, так все подготовка, такая подготовка, а я-то что должен? Эй, Дана, слушай, я бы хотел пойти с тобой. Я не отпущу тебя одну. Ой, какой ты миленький, Бурис. Что, сомневаешься в моих силах, да? Не, Дана, вовсе нет. Просто я не понимаю, почему я должен оставаться здесь, когда я могу помочь. Да все просто. Я не доверяю этим хандирьим мордам. Если они наложат в штаны и уплывут, оставив нас без этого корабля... Стой, то- погоди, то есть ты хочешь, чтобы я проконтролировал тех, кто останется охранять корабль, что ли? Ну я же говорила, что ты у меня самый умный. Блин, Харадана, но я же очень боюсь за тебя. Иди ко мне. Все будет хорошо, мой хороший, все будет в порядке. Ладно. Ну, на крайний случай.
Если что, принесу в жертву ложку. Ну да. Вы чё, охренели? Я не понял. А то, что я тут стою рядом и все это слышу, вообще плевать, да? Мы готовы. Ну, наконец-то. Ложка, подойди-ка сюда. Ты береги себя, парень. Не дай Дане принести тебя в жертву. А, окей. Удачи вам! Пока. Пипец. Прямо вглубь куда-то идем. Во славу Роноса! Ты что делаешь? Получай! Придурок! Придурок. Чудовище. О! С маской! Это с маской, с той фетунской маской! Бога ради! Они лезут прямо со всех щелей! Мочи их! Фу, блин, страшно, страшно, страшно. Страшно. Ты как, ты в порядке? Да. О, да, я нормально. Повернись ко мне спиной. Ладно. Заилил Эйп. Чего? Все, можешь поворачиваться. Я сняла скоробея. Надеюсь, теперь ты будешь не так посредственно сражаться. А, Ну, что насчет остальных? Вы готовы сражаться? Да, готовы. Да. Ну вот и отлично. Эти твари, похоже, обитают и передвигаются стаями. Надеюсь, мы их больше не встретим. Идти будем молча. Постарайтесь издавать минимум звуков. пипец. А что с этим? Блин! Это пипец! Мы же всех потеряем! Ну, по крайней мере, у меня наконец-то нет скоробея. Подожди, что это Стоять! за... Зейлил Эйп? Давайте найдем укрытие. Назад, А, ребят, назад. Ладно. Там что-то есть, да? Ух, ни хрена там какая дичь. Ладно, найдем укрытие. Так, впереди гнездо этих монстров. Если идти в обход, потеряем кучу времени. Какие у тебя предложения, Лолошка? Уф, ну... Я могу, наверное, один сходить. У меня же теперь как бы нету скоробей. Я, наверное, их всех легко перебью. Они спят, мы можем вдвоем беззвучно всех перебить. Да так, чтобы они не проснулись. Дана, если мы пойдем в обход, то потеряем немного времени, зато не потеряем людей. Нападем на гнездо все вместе. А давай реально вдвоем беззвучно. И я уверен, что ни ты, ни я не умрем. О, а ты даже более рисковый, чем я. Это лучше, чем нападать всем вместе. В гнезде этих тварей слишком много. Если сделать все осторожно, то... хорошо. Так. А куда ж ты тогда? Эй, А. вы! Отдыхайте, у вас привал. Только не шумите, умоляю вас. Беззвучное ура. Эй, Лолошка, если одна тварь проснется, она разбудит остальных. Так что давай осторожно, окей? Да, ладно. Пу-пу-пу-пу-пум. 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 Пу-пу-пум. Чудовище. Мать! Она реально его просто зарезала. Тихо. Тихо. Пу-пу-пу-пу-пу. Так. Я, наверное, позволю тебе вершить правосудие над этими монстрами, да? Посмотрю, погуляю, посмотрю. Сюда, какая она крутая. Смотри, они все реально дрыхнут. Так. Красава. Так. Чё, мне тоже надо? Блин, а я-то думал, что ты со всеми сейчас расправишься. Так, ладно, приветствую. Так, О, что? Нет! Бога ради, я не понимаю, что делать! Я понял, надо прям посередине попасть вовремя. Все, я понял, давай. Бога ради, это так сложно! Это, знаете, это так много мышкой надо управлять одновременно с этим. Так, главное по стелсу, никого не разбудить. Давай. Хорошо, хорошо. У меня 3 хп, да? То есть у меня 3 шанса попасть. Не, ну по сути... Бляха, вы даже не представляете, каких усилий мне это стоит. Я прям по всему коврику двигаю мышкой. У меня прям весь стол задействуется. Давай! Бога ради! Хорошо. Ну, слушай, мы выполняем. Задание вполне себе на ура проходится. Так, тихо. Давай. Оп, хорошо. Вот еще 2. Ну, пожалуйста. Нормально. Хорошо. Последнее. Да. Я все сделал. О, получилось! Вау, мы живы! Никогда за всю жизнь не была так напряжена. А? Что это?
Бежим, черт возьми, что это такое? Это какой-то летающий. Что это? Это его гнездо. И оно сейчас поняло, что мы убили всех детей. Да, ему это явно не понравилось. О, черт! Это были ее дети! Мы перебили детей этой гигантской штуковины! Нам ее не одолеть! Мимо нам тоже не пройти! Мы отрезаны от остальных! Так, Лолошка, мы пойдем дальше вдвоем. Может, к моменту, как мы добудем солнце, эта убитая горем мамаша уже улетит? Что думаешь? Так, давай, вылезем через это окно. Так, слушайте, а прежде чем мы пойдем за Даной, знаете, я хочу попробовать... А что если подойти к этому чудовищу? О, черт! Это были ее дети! А? Что? Мы перебили детей этой гигантской штуковины! Нам ее не одолеть! Мимо нам тоже не пройти! Мы отрезаны от остальных! Так, Лолошка, мы пойдем дальше вдвоем. Может, к моменту, как мы добудем солнце, эта убитая горем мамаша уже улетит? Так, давай, вылезем через это окно. Ладно, в этот раз мы пойдем в окно. Обалдеть! Ладно, я понял, туда нельзя ходить. Ну, круто, кстати, то, что у меня же скоробея теперь нет. Ну, и как тебе это великолепие? Мы могли бы жить здесь, кстати. С водой и едой, спокойно и счастливо. Интересно, зачем братству тогда понадобились эти огни? Сейчас Тойфатун провозглашает своей главной целью уничтожение богов. Но тогда ведь все жили... О, что это? Берегись! О, бляха, что это? Слендермен! Пошел! Не бить мою Даночку. Бурисову Даночку. Черт! Они крутились возле того дома, как будто там что-то есть. Пойдем, проверим. Пойдем, пойдем. Только ты как-то не особо нагинаешься. Нагинайся. Так, о, попугайчик. Что, черт? Что? Черт возьми. Ну, кто бы мог подумать, действительно. Да. Что за шу... О, боже, что вы тут делаете? Что вы? Нет, неужели я умер? Гнев Мтити прогневалась на меня, и теперь я должен вечность провести с Даной. О, как бы я хотел, чтобы вместо нее была Мусфира. Пожалуйста. Эй, ты, закончил? Так это что, получается, я не умер, что ли? О, и ты тоже здесь. А может быть, тогда у вас есть чего похавать, а? Ой, господи, как ребенок. Вот, возьми. Я даже спрашивать не буду, как тебе удалось выжить в одиночку в городе, полном монстров. Но справедливости ради, я опять-то чуть не умер. А вообще, эти монстры слишком огромные, чтобы залезть в мой дом. Но я и перебирался короткими перебежками. Слушай, Дана, это было очень вкусно. У тебя, может быть, еще есть, а? Нет, хватит с тебя. Сэндвич? Хочешь? О, ну лучше, ну просто лучше, ты погляди на себя, ай. Да, что она? Погоди, она уснула, что ли? Ох, неплохо вас эти монстры потрепали, видимо, ай, да неплохо. Так, погоди, Эй, Дана! Да... Эй! У нее 10 хп, кстати, очень хорошо показывает то, что она была ранена. Но крови я не вижу. Ребят, с Синдбадом... О, так у меня есть кнопка поговорить. Синдбад? Что ж такое? Мне реально нужно что-то сделать? Что это за место? Ой-ой-ой, мы можем прямо сейчас продвинуться чуть дальше. А может быть, мне и нужно это сделать, кстати? Типа, знаете, я жду, пока Дана выспится, и в этот момент... В этот момент я встречаю непонятное строение. Чисто вот так вот, давайте немножко... О май гад! О май гад! О май гад! О, господи, статуя Селиасет! Мы уже близко! Так, а это что? Так.
Что это светящее? Я просто, не знаю, может быть я спойлерю себе, конечно, что-то сюжетное, но посмотрим. Это сейчас у нас из мода какого-то? А, я не могу посмотреть, у меня не пишет, из какого мода какой блок и как он называется. Вау, ну пещера-то красивая. И молот Монту я как назло убрал в ящик, то есть я не могу сейчас стукнуть и забрать все руды отсюда. Вот черт, а. Блин, а еще из-за того, что я умер, у меня опыт пропал. Погоди-ка. Нет! А сколько у меня уровней было? Я не помню, просто 10, 20, 30? Я, конечно, уверен, что, скорее всего, мне нужно вернуться к Дани и Синдбаду, но, ребят, раз уж у нас такая глубокая шахта, я немножко вылезу за пределы сюжета. Я понимаю, что, возможно, не совсем правильно делаю, понимаю. Но я также напомню то, что мы давным-давно прокачали бой до 60 уровня. То есть я, по идее, могу нормально надевать броню. Почему я не крафтил броню? Потому что я не мог ее надеть. Сейчас, чисто теоретически, я могу сделать себе хотя бы... Так, аккуратненько. Хотя бы железную броню. Давайте даже вот так вот. Нагрудник. Алмазный нагрудник. Требуется бой 70-й. То есть не могу. А железный могу. Вот оно. Каменной кирочкой, как в старые добрые времена. Молота Монта у меня нет, простите. Я просто читаю ваши комментарии. Я вижу то, что некоторые негодуют по поводу брони. Но как будто многие забывают про то, что я не мог ее носить. Так что, ребят, пожалуйста, прежде чем в комментариях что-то написать по поводу того, что я что-то делаю неправильно, ну, подумайте, почему я так не делаю. Переплавить железо я могу в левой руке. Я сейчас прекрасно понимаю то, что немного вышел за рамки сюжета. Но я также понимаю то, что если меня та махина убила за один удар, возможно, в будущем она также будет дико сложной. Скорее всего, с той огромной птицей по сюжету мне придется сразиться. И, наверное, там, может, у нее ХП станет поменьше, удар чуть-чуть послабее, и я смогу, наверное, даже убить ее. А чтобы сделать это наверняка, и чтобы не просрать сюжетную ветку, мы сделаем вот так вот. Переплавим все это дело. Благо то, что на протяжении всего этого времени я с собой ношу огромный набор выживальщика. У меня есть даже поднос с бутербродом из авокадо. Нормально. Сюда, железный поножи, железный шлем, нагрудник и ботинки. Та-дам! Полноценная броня, которую мы обязательно скрываем. Ну, погоди! Стоп! У меня же есть свиток правды. Так, защита 5 уровня. Ну ладно, допустим, 4 стоит 5 левелов. Я явно покупал себе бутыльки опыта, которые... Нет. Нет! Я не купил. У меня было целых 2 стака, а я не купил больше, точно. И я сейчас не могу их купить, понимаете? Я не в Нарфанисе. Черт! А как я добуду 5 уровней? Это же нереально. Короче, план такой. Берем верстак, ставим просто так, палки кладем, железом обдаем и железную кирку заберем. Хорошо. Теперь алмазы, хотя они мне особо не нужны, но может быть, кстати, я могу надеть какие-нибудь алмазные ботиночки. Что? Что? Это был зараженный алмаз чешуйницами, которые тут же пропали. А потому что у меня мирная стоит, кстати. Ё-моё, вот почему никто не спавнится. Но если что, то мирную я не ставил. Это, наверное, сюжетно поставилось. Поэтому давайте мы не будем ничего ломать. Оставим мирную. И напомню то, что я хотя бы одну часть брони хочу зачаровать. Сюда, 5 уровень, железный нагрудник снимаем, тут же зачаровываем, добавить, зачаровать, защита 4, все. По идее, теперь я реально готов к этим монстрам, и я понимаю то, что по-любому будет какой-то босс. Я думаю, вы все прекрасно осознаете то, что все близится к концу. Вот у нас огонь, вот у нас все эти отправления, которые постоянно упоминаются. Упоминается какой-то GDH, как будто о нем тоже скоро будет что-то известно. И, как вы понимаете, ребята, статуя Селиасет здесь явно не просто так. Прямо сейчас мне нужно подойти к Дани, мне нужно подойти к Синдбаду. Надеюсь, то, что они куда-то там не ушли. Кстати, а может быть реально в этом прикол, то, что я куда-то ушел, пока ожидал. Здесь прям настоящие каменные джунгли. Куда ни посмотришь, везде дома. Вот это заброшенный храм как будто какой-то, да? Круто проработано, круто все это построено. Но опять же мне нужен Синдбад и Дана. Да, во. Здорово! Подожди, реально вы все еще едите? Что ж, на самом деле у меня есть очень серьезный вопрос. Кто такой Синдбад? Этот чел спокойно на лодочке переплывает через зыбучие пески, каким-то образом попадает в библиотеку Хэттентепа, каким-то образом попадает сюда и живой, и при всем при этом это без какого-либо вида транспорта. Я очень хочу, чтобы вы, пока не вышла следующая серия, написали свои догадки по поводу Синдбада. Мне безумно интересно узнать, кто, черт возьми, он такой. Да он как будто поинтереснее любого персонажа может быть, когда вот так вот появляется резко. А на этом я буду постепенно заканчивать. Ребят, я очень надеюсь, что вам понравилась эта серия. Огромная, безумно огромная птица. Безжалостная и одновременно сонная Дана. И...
Синдбад, черт возьми. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Дальше больше. И я невероятно надеюсь на вашу поддержку. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Синдбад и Дана. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. О, господи. Что? У тебя такое лицо, будто ты Мусфиру увидел. Да нет же. Там. Это что еще такое? Дайте я попробую. Мы пришли с миром! О май гад! Та-та-та, огромная статуя Селиасет, огромная птица-монстр. Да, друзья, мы в Нахвамдисе, проклятом городе. Пора забрать, возможно, самый важный огонь за всю историю сезона. Огонь Селиасет. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, Синдбад, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы в заброшенном проклятом городе. Добро пожаловать в Диди Нахвамдис. Напомню, что я, Бурис, Дана, солдаты Амара и приспешники Тойфутуна были отправлены сюда, на Зеленый континент, дабы наша команда смогла найти важный и, как нас некоторые уверяют, последний огонь. Хотя Дана настойчиво уверяет про количество 13. Да и я как бы вижу название сезона, 13. Давайте посчитаем. У меня молот, клык, меч, свиток, горн, перчатки, лук и роза. Это 8 огней. Найдя солнце Селиасет, будет 9. Еще 3, как мы помним, находятся у Тойфутуна, то есть всего 12. Но какой же тогда 13-й огонь? Именно это, надеюсь, мы сегодня и узнаем. Ну или же встречайте, перед вами руины некогда великого поселения. В данный момент из великого здесь осталась статуя богини Селиасет и... Все? Да, вот все. Как вы понимаете, на деле же теперь это очень опасное место, кишащее проклятыми монстрами, мутантами и даже животными-переростками. Наша цель номер 1 — не умереть. Наша цель номер 2 — найти огонь Селиасет. Но помимо этого, я также напомню, что мы опять какого-то черта, совершенно случайно, буквально в том месте, где не могли обнаружить, обнаружили Синдбада. Я клянусь, меня начинает напрягать этот картограф. Кто он такой? Почему ему так просто удается появляться в таких странных, опасных местах? Алло! Вставай! Давай. Поговорить? Понятно. Дана, кстати говоря, проснулась, в предыдущей серии спала, и прямо сейчас я заметил то, что она как будто на монстра пялится. Нет? Ну-ка. Ух ты ж, ё-моё, как близко. Дана, все нормально? Да, я просто не понимаю, почему этот монстр не может догадаться вытащить меня своей лапой? Очевидно же, хоть он и не может залезть в дом сам, но вытянуть-то он меня может. Ты, кстати, как думаешь, это действительно бывший член братства? Да, я вижу у него маску, только не говори про нее. Я просто не могу понять, как же он тогда до сих пор живой-то? С тех событий прошла куча времени. Даже дети первых членов братства уже умерли. А если братство все это время посылало тайком сюда экспедиции? Это похоже на что-то, что Салик мог бы сделать. Все это время он скрывал от нас, что он играет роль бога фараона, но я не могу понять, зачем ему это надо? Не удивлюсь, если он просто сбрендил от того, что скрывает себя от своего сына. Когда вся твоя жизнь построена на лжи, начинаешь по привычке врать везде. А по мне так, намного лучше быть настолько сильной, чтобы везде говорить только правду. И никто ничего не мог тебе сделать. Вот ты, например. Волосы у тебя отвратительно лежат. Ну? И что ты мне сделаешь? А ты вот зачем? Ну, мы же нормально общаемся, ты понимаешь, нормально. У меня сейчас, кстати, скоробея в спине нет. Может быть, сразимся? Ты же сказала, что только правду говоришь. Вот обманщица, а? О, кстати, мы можем подколоть ее. Ничего я тебе не сделаю, Дана, я выше этого. А у тебя ноздри большие. Как тебе такое, а? Что, ноздри? Ну да. Вполне себе нос мы видим. Короче, мне вот этот вариант нравится. Ты же сказала, что только правду говоришь. Вот обманщица. А я бы не смогла быть настолько самоуверенной с такой-то прической. Слушай,
давай-ка лучше оставим этого олуха здесь. Драться он не умеет, а воняет от него так, что все монстры сбегутся прямо на нас. Да уж. Если все вокруг тебя воняют, Дана, так может быть это ты наступила в хору, а? Что за... Так как ты смеешь? И давно ли ты проснулся? С момента, как ты начала свои глупости задвигать. Да уж, не ожидал, что члены братства что-то скрывают друг от друга. Удивительно, что ваша организация до сих пор не развалилась. А ты-то что знаешь про тайные организации? Ну, ничего, например. Но только потому, что никто из моих друзей никогда бы в таком участвовать не стал. Ну тогда самое время из этого списка вычеркнуть Акетру. Нет. О чем говорит эта сумасшедшая женщина? Эй, Ло! О чем она говорит? Что это означает? А чего ж ты на него так смотришь-то? Ты что, правда думаешь, что у него есть какое-то влияние на госпожу? Он только воображает себе, что она к нему прислушивается. А вообще я сама не ожидала, что купить Акетру будет так легко. Пока ты здесь рисковал своей жизнью, чтобы помешать злому братству, прекрасная госпожа Акетра с радостью приняла подачку Тейфутуна в виде поста городской советницы. А когда мой дорогой брат Салик после этого мягко предложил ей стать золотой маской, даже объяснять не пришлось, какие последствия были бы у ее отказа, потому что она сразу согласилась. Мне кажется, ваша любимая госпожа просто переметнулась на нашу сторону, потому что поняла, все ресурсы на нашей стороне, а где ресурсы, там и правда. Нет, вы просто не оставили ей выбора. А теперь ты ведешь себя так, будто это ее вина. Ты злая. Ай, да-да, ты очень наблюдательный. А вообще все, хватит. Сильнее мне вас уже не расстроить. А значит, дальше будет скучно. Ай, монстры. Ладно, если ты хочешь идти с нами, мореход, то хотя бы просто не мешайся под ногами. На улице недалеко от нас гуляет 3 твари, парень. Я возьму на себя 2. Тебе нужно зарубить хотя бы 3-го. Мы и так потеряли кучу времени здесь, надо торопиться. Да, интересно, из-за кого это мы тут торчали-то так много, а? Что? Ладно, молчу. Ну вот и отлично. За мной. Так. Пошел! Подожди, что? Ой. Я одним ударом убил чудовище, ни хрена себе! Чай. Давай, Дана, давай! О, молодец. Ну, вылезай, трус! Ага. И мы Эх, Ло, мне на самом деле очень жаль, что так вышло с Акетрой. Надеюсь, она не поселила ненависть в своем сердце, как это сделали все члены братства. А вообще, ее назначение в совет это очень хорошее изменение для Мисра. Хотя ты, наверное, уже 100 раз это слышал. Меня просто очень волнует, что чем бы ни закончилась вся эта эпопея с огнями, Акетра, она в конце может просто выбрать уйти из Мисра. Ей наверняка хотелось бы исследовать разные миры, а не торчать в этом. Я не знаю, как выглядят другие миры, но я точно знаю, Миср не особо интересный. А вообще, знаешь, наверное, если бы твоя госпожа встретила здесь кого-то, как я встретил Мусфиру, может быть, у нее даже были бы причины остаться. Ох, Ло, ты бы видел мою Мусфиру. Если бы она меня не оставила, я бы никогда не стал мореходом. Я бы от нее никогда не отходил. Я бы все только ради нее делал. Да я и сейчас все только ради нее делаю, чтобы она поняла, кого потеряла, чтобы она наконец-то... Эй, алло! Ты когда-нибудь вообще замолкаешь или нет? Хотя бы на секундочку! Мы в городе полном монстров, а ты не можешь заткнуться рассказывать про свою Мусфиру? Серьезно? Она главный монстр моего сердца. О, господи. Что? Что такое? У тебя такое лицо, будто ты Мусфиру увидел. Да нет же. Там. Это что еще такое? Дайте я попробую. Мы пришли с миром! Черт! О май гад! Вот хара! Они что, не знают, что такое мир, что ли? Как же больно! Который раз уже и каждый раз больно, как первый.
Вот постоянно ж тебе говорю, не надо лезть никуда. Тихо украл и ушел. Но нет, но нет. Что? Что они говорят? Вы уходить отсюда. Мы вас не хотеть смерти. Моя легко может вас всех убить. Поэтому вы все свалите отсюда, чтобы мы могли забирать солнце. Да, блин, отличный план, Дана, да! Разозли их посильнее, давай! Чтобы их стрелы прошили тебя насквозь, что ж ты сделала? Священное солнце, оставаться здесь. Вы либо уходить, либо погибнуть. Мы готовы отдавать жизнь, но не отдавать солнце. Ну что, кучка фанатиков после тех монстров кажутся совсем уж легким противником, да? Простите, мальчики, мы не можем уйти без вашего солнышка. Что? Нет! Нет, мы можем! Точнее, мы не могли вот так! Нет, это же говорящие жители! Дана! Дана, что ты делаешь? Дана! Какая же ты тупица! Какая же ты дура! Говорящие жители! Да тихо ты! О, господи, как же я надеюсь, что мы уже близко. Потому что эти драки уже надоедают. Интересно, что это были за непонятные носатики? На каком языке они говорили между собой? Как они умудрились выжить среди монстров с такими примитивными навыками борьбы? Они, вероятно, знали что-то. Ведь мы видели, что монстры жрут и людей, и животных. Так что, вряд ли носатым удалось с ними договориться, вряд ли. А вообще, надо бы проведать твоего друга. Пойдем. Где он там? Нет, стой, подожди, Дана! Говорящие жители впервые за все сезоны! Это просто невероятно! Я думал, то, что так все круто сейчас будет. Нам новую лорную часть будут раскрывать. Жителей! Кстати, для явного приличия надо бы, наверное, обыскать, что это за место. Откуда вышли жители? То есть это... храм? Это... Ух ты. А, так ну да, это близко к Селиасет, кстати. Ща, ребята, я приду обязательно, погодите. Это очень близко к Селиасет, то есть они где-то здесь живут. Я не знаю, могу ли я себе сейчас что-то проспойлерить этим, но я был бы в этот раз рад. Да, видно то, что над Дидинахвамдисом постарались и проработали даже такие строения, которые я просто, ну, по сюжету как будто не могу увидеть. Но тем не менее, если я выйду за пределы сюжета, то я их увижу. Но никакого лагеря нет. Блин, было бы прикольно, если бы вот так вот делали, да, типа разместили какой-то лагерь, и я такой просто вышел за пределы сюжета и увидел. Мне в играх просто интересно натыкаться на подобные вещи. Чисто пасхалки ради я сейчас попробую забраться на саму статую Селиасет, но такое ощущение, что даже с моим полетом... Это невозможно, да? Я прям уверен, то, что там что-то спрятали. Но да, забраться вот так просто не получается. А если пройти дальше за статую... Е-мать! Вот просто руины, которые я бы никогда не увидел, если бы сейчас не зашел за статую. Вы понимаете? Какой же огромный город, если так подумать. Он реально громадный. Вот до туда идет дальше. И все это ради небольшого количества сцен. Ну, вообще, это, кстати, хорошо раскрыли. Ну, то есть вот эта мелкая деталь, возможно, в будущем будет больше раскрываться. Ну-ка, иди сюда. Черт! Женщина! Твои руки несут только боль, только боль! А сейчас тебе будет еще больнее. Отравила! Она отравила меня, Ло! Она залила мне яд прямо в рану! У меня осталось несколько секунд. Передай ему сфере, что я... Господи. Давай уже! Хватит нам театральных представлений! Нужно идти дальше! Стало лучше, кстати. Волшебница! Ты что сделала? Это ты, волшебник! Мастер по переобуванию! Я прижгла тебе рану, чтобы не пошло заражение. В смеси был анестетик, поэтому боль утихла. Но, к сожалению, через несколько часов она вернется. Именно поэтому нам нужно идти дальше. Я не хочу всю дорогу слышать твое нытье. Ну тогда
Могу рассказать еще истории про Мусфиру. О, боже. Надо было использовать яд. В общем, у нескольких жителей нашла в карманах вонючие пузырьки. Есть у меня подозрение, что именно эти пузырьки обеспечили им безопасность от монстров. Ну-ка. Да. Ну и вонь. Даже запах морехода перебивает. Ты нормальная. Не удивлюсь, если на нас никто больше не нападет. Я бы к таким вонючкам и за километр не подошла. Давайте, давайте, прыскайте на себя, нужно двигаться дальше. Это тебе. Так, и тебе. Ой, я думал, у меня меч исчез, а он просто сюда переложился. Фух, блин. Окей, ой, ой. Что я сделал? Вонь! Ого! Реально вонь! Блин, это так интересно на самом деле. А вот и статуя. Ты куда? О, монстр. Все нормально, идем. Спокойненько. Тихо. 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 Хе-хе. Ты посмотри-ка. Эти носатые идиоты оказались полезными. Да, Дана, ты их только что всех перебила. Неужели не можешь хоть чуть-чуть уважения проявить, а? Ну а что? Если бы не я их, то они нас. Да и к тому же действовала-то я не одна. Лолошка мне очень даже помогал. Мы уже почти у самого храма, пора идти дальше. Какого же размера будет солнце этой громадины-то? Надеюсь, она подстроится под твое удобство. Не хочу, чтобы вся эта экспедиция была зря. Под мое удобство? В каком плане? То есть, типа, в руку? Как это, перчатка Таноса, которая подстроивается. Ох, Ух ты ж. обалдеть. Все точь-в-точь, как в видении Расула. Мне, честно говоря, даже не по себе. Ну, а ты чего застыла? Иди давай делай что-нибудь. Нам нужно забрать это солнце. Так, сэндвич. Сэндвич, это важно? Это просто трэш, бляха-муха. Ну реально все это время здесь? Давай, ладно. Солнце, Селиасет. Ой. Селиасет рада, что вы смогли добраться до ее огня. Что, реально? Ой! Тихо. Маленьким оставим. Я могу его забрать? Обалдеть. Нет, честно говоря, даже я здесь удивлен. Ло, я не понимаю, как тебе это удалось-то? Неважно, все потом. Надо сматываться отсюда. У Буриса и остальных нет этой вонючей жижи. Да? О, ты погляди-ка. А ты, оказывается, умеешь переживать за других, да? Да, если эти другие не ты. Если предыдущие огни тебе доставались так же легко, то неудивительно, что ты столько собрал. Что? Да легко? Ты серьезно сейчас? Вам пришлось перебить кучу монстров, целое племя местного населения, а потом еще и карабкаться в гору, так что я думал, что у меня легкие вывалятся. И это, по-твоему, легко, реально? Ты, блин, А теперь подумай сам. Будь на его месте кто-то другой, то нужно было бы еще и придумать, как тащить это огромное солнце. А тут вот оно как. Ему хватило просто потрогать его, чтобы оно уменьшилось. Как тебе все-таки это удается-то, а? Что в тебе такого особенного-то? Кроме твоего раздутого самомнения, ничего больше интересного не вижу. Эй, Ло, не слушай ее, не слушай, она просто злая. Я так рад, что ты есть в нашей команде. Без тебя было бы намного сложнее. А теперь пойдем скорее назад. Ты злая, да, ты злая. Понятно тебе. Так. О-хо-хо, емать! Емать! Так, я понял. Вперед на помощь! Или нет? Катсцена? Сюда, Буриска! Буриска! Нет! Нет, Буриска! Нет! Буриска! Буриска, пожалуйста. Нет! 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 Это полный Синдбад. Блин, я не знаю сейчас, что ощущать, что чувствовать. Это просто невероятная хрень сейчас была передо мной. Это же все сон, да? Это из-за вонючей мази. Нам просто галлюционируют. Эй, Дана. Он превратился в монстра. Он хотел напасть на меня. Я ничего не могла сделать. Я не успела.
Я видела, как он превратился прямо передо мной. На моих глазах. Он превратился. Он хотел напасть на меня. Черт. Я, честно говоря... Я убила его, потому что иначе он бы убил меня. Да, я не успела. Эй, Я- Дана! Что? Эй, ты! Ты же не зря мореходом себя зовешь, да? Ты умеешь управлять кораблем? Да, я умею. Отлично. Тогда плывем домой. Да ладно. Я, конечно, дико прошу прощения, но я сейчас не... У меня до конца просто мозг не обработал информацию о том, то, что мы увидели, как Бурис превратился в монстра. Не только Бурис. Вся команда превратилась в монстра. Остались только мы. Это... Я просто не могу в это поверить, реально. Я без шуток сейчас не могу в это поверить. Бурис, это же персонаж, который был с нами с первого выпуска. Это все сейчас произошло настолько резко, что, знаете, как будто сюжет должен был идти. Итак, мы возвращаемся, и мы уплываем. Все хорошо. А то, что нам показали... Подожди, солнце Селиасет. Узнать о реликвии можно больше на столе исследователя. Так, капюшон вора. Убито монстров, когда... Ладно, мне это сейчас все вообще не интересно. Ну, кроме солнца Селиасет, конечно. Я могу об этом поговорить? Синдбад. Бурис. Столько трупов. Солдаты Амара. Бравые ребята в красивой броне. Они все погибли. Тоев и Тунцы в своих глупых масках. Бурис. Нет. Столько людей потеряли, какой кошмар. Неужели цели братства того стоят, Ло? Или жизни людей для них настолько ничего не стоит? Неужели? Мне больно от обоих вариантов. Я не хочу. Прости, я не хочу сейчас об этом говорить. Ладно, видимо, на самом деле очень круто передается то, насколько сейчас все в это не верят. Не только я, как человек, настоящий человек, Рома, Роман, но и даже они реально в это не верят. Они не могут поверить в то, что увидели. Дана, даже ее это пошатнуло. Так, может, кстати, поговорим об этом? Мне не нужна твоя жалость. Если ты такой хороший и понимающий, каким пытаешься казаться, ты должен понимать, что я только что убила своего любимого человека, который превратился в монстра у меня на глазах. И если ты это понимаешь, то ты не станешь ко мне подходить и пытаться заговорить. Потому что во всем мире не сыщется слов, которые могли бы сейчас меня поддержать. Или ты считаешь, что раз ты мироходец, то в мультивселенной что-то найдется, да? Ха! Да ты хоть знаешь, мироходец, почему братство не отбирает у тебя огни? Потому что ты сдохнешь. Вот почему. Им нужно, чтобы именно мироходец расставил огни в отправлении. Принес себя в жертву ради достижения богов. Так что не спеши соболезновать мне. Соболезновать, что я потеряла Буриса. Потому что очень скоро ты отправишься вслед за ним. Надеюсь, твоя смерть не окажется такой же бесполезной, как смерть других. Я не знаю, что мне на это сказать, клянусь, это самая дикая серия по режиссуре. Подать смерть вот так, как нам сейчас ее показывают, это, ну, такой, знаете, небольшой разрыв шаблона. Потому что именно путем ломания этого шаблона я до сих пор, даже спустя эти разговоры с персонажами, не могу поверить в то, что увидел, черт возьми. Так, стоп, давайте немного отвлечемся. Надо отвлечься. Стол исследователя. Солнце Селиасет. Один из огней легендарных артефактов, разбросанных по всему Мисру. Созданные богиней плодородия, солнце дарует своему владельцу силу нести свет и разгонять тьму. Благодатный свет. Разместите солнце Селиасет в мире, чтобы вернуть ему истинную форму. В этой форме солнце ускоряет рост любых растений в огромном радиусе, а также сжигает нежить. Улучшение увеличивает радиус, а также повышает температуру солнца. Что? Окей, я не могу сейчас улучшить, да? То есть у меня не хватает, получается, ни очков навыков, ни опыта. У меня буквально 0 опыта. Тогда это мы забираем. Иди сюда. И если я его поставлю... У-ху!
Солнце Селиасет. Получается, если я прямо сейчас, допустим, что-то попробую вырастить. Земля есть? Так, ребят, земля. Так, ладно, у меня есть земля, все окей. Сейчас быстренько бахнем себе верстак. И даже мотыгу, как таки ни странно. Раз, два, 3. Так, ну и что? Оно растет быстрее, я не понимаю. Я вижу вот этот вот маленький эффектик. А, это пыль, это песок липнет. Не, возможно, конечно, вода нужна, но я не уверен, что вода есть. У меня есть 5 ведер, но воды, увы, не найдется. Хотя можно посмотреть где-нибудь вот в этой стороне. Мало ли найдется какой-нибудь большой чан с водой. О, я могу сюда зайти, кстати. Вода. О, стоило только сказать, ребят. Забираем. Так, погоди, а если я могу зайти сюда, то могу... Сюда тоже! Ой-ой-ой, это же кабинет Буриса. Ну да, в этот раз никакой Бурис мне запретить зайти не может. А, ну кстати, это не то, что кабинет Буриса. Тут всем хватит места. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 кроватей. Мы реально первый раз можем походить по этому кораблю полностью. Здесь мы, получается, когда-то сидели, когда нас голенькими перевозили, помните? Так, а сюда... Сюда я не могу зайти. Ну, понятно. Так, в итоге проверка. Как это работает? Я просто хочу удостовериться, то, что я все понял. Мне нужна какая-то влажная территория здесь или что? О! Опа-па-па-па, погоди-ка. Так, вода рядом появилась и что-то поперло. Возможно, если у меня появится чуть больше таких семечек, которые будут просто постоянно расти, то мы заметим прям головокружительный рост вокруг. Для этого мы эти самые семечки берем. И вот, допустим, 3 штуки, да? Раз, два, 3. И сейчас будет очень часто это происходить. Да. Короче, я думаю, что это идеально против нежити, а вот для роста, ну да, это прикольно, но сами видите, как это работает. Я просто в первую очередь о чем подумал. Если мы будем выращивать много пшеницы, поставим это солнце, то мы сможем добывать очень много пшеницы и, наконец-то, продавать. Так, солнце Селиасет, получается, мы уменьшаем. На всякий случай еще раз сделаем больше. Нет. Ну, тогда уменьшаем, забираем. Это все мы тоже забираем. И, кстати, напомню еще кое-что. Мои перчатки Монту могут чинить какие-то предметы. Для этого мне, по идее, нужен необработанный ауритех, который нужно превратить в ауритеховый слиток. Отлично. Далее берем, например, железную кирку и тыкаем. Не. О! Сюда! Погоди, а ауритеховый слиток при этом не потратился? Что? Стоп. Я могу так бесконечно чинить? Да ладно, так это же имба. Не, это, знаете, это не просто имба, это имбище. Что ж, дамы и господа, давайте постепенно начнем понимать, что нам только что показали. Я как бы уже успокоился более-менее, но, тем не менее, вот это вот полноценное осознание еще не пришло. Наверняка, если у меня так же, то у какой-то части зрителей точно такое же. Если у вас такое есть, то... опишите свои чувства в комментариях. Это, блин, это правда очень интересно почитать, потому что это те самые чувства, которые испытываю и я. И мне очень тяжело их описать, вот в этом проблема. Хотя я попытался. Спасибо большое за просмотр данной серии. Сюжет близится к концу. Это уже не просто очевидно, а мега очевидно. Нас уже тычат лицом в это. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про ваши подписки. Это сильно мотивирует. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и невероятная история 13 огней. Всем удачи, всем пока. Пока. В общем, ты... Сейчас мы Эй, с тобой... агент, о, привет! Слушай, я тут заносил одному клиенту, типа... Ты... Пообещай, что ты не забудешь меня. Я хочу быть уверен, что останусь в памяти великого человека. Тяжело начинать серию, зная, что придется напомнить о смерти того, с кого началась вся эта история. Покойся с миром, Бурис. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы добыли солнце Селиасет. Но ценой чего? Ценой огромного количества жизней. Погибла буквально вся команда, которая приплыла на Зеленый континент. Солдаты Амара, приспешники Тойфетуна и...
даже Бурис. Предыдущая серия оставила достаточно сильный эмоциональный след, ибо хоть произошедшее и было показано резко, тем не менее есть осознание, которое иногда приходит далеко не сразу. Поэтому, ребят, давайте просто продолжим. Прямо сейчас мы плывем обратно в Нарфанис, и по идее, если верить Салику, у нас последний огонь. Но именно это наш козырь в рукаве. Мы знаем то, что есть еще один огонь, но мы не знаем, что это, кто это, чье это. Поэтому, да, опять же, продолжаем. Эй, Синдбад, привет. О, Ло, здорово. Слушай, не отвлекай меня, пожалуйста. Я еще не привык таким большим кораблем управлять. Если что, мы уже подплываем к Нарфане сюда. Будем минут через 20. Через 20. Ох. И еще, слушай, там Дана где-то в трюме спит. Ты сходи, на всякий разбуди ее. Я ее ненавижу. Она меня бесит, она... Да, злая. Но мне ее так жаль. Я знаю, как мне было больно, когда я потерял Мусфиру, а она-то не превращалась в монстра. Я ее не убивал. Даже тяжело представить, каково сейчас Дания. Да, она злая, но мне-то помогла. Чего ей было помогать-то мне, да? Могла ведь и правда просто бросить в том доме. Она и едой поделилась, и руку мне залечила. Слушай, ладно, все, короче, не отвлекай. А то еще разобьемся перед самым портом. Не, нам это не надо. Песок это тебе не вода, Ло. Не доплывем до берега. Справедливо. Ладно, каждый пытается просто не думать об этом, да? Но всю грязную работу разбудить Дану перевесили на меня. Дана — это человек, который может сейчас такое выпалить на эмоциях. Ну ладно, пойдем разбудим. Где она там? Наверное, в той самой когда-то запретной комнате, вот здесь? А, нет. Кстати, погоди, а где? Вот здесь, по-моему, еще кровати были, да? Да. О. Спит. Я сейчас чувствую, что-то будет. Вот что-то будет, а? Дана? Что, кто это? Кому это? Кому это жить Тихо. надоело? Тихо. Это я. О, доброе утро. Тебя не учили не подкрадываться к девушкам, когда они спят? Что, неужели мы уже приплыли? Еще нет. Ну вот. То есть я потратила свои несколько мгновений счастливого неведения на тебя. Знаешь, это чувство, когда только проснулся, и еще не помнишь, что у тебя сердце разбито. Хотя не знаю, есть ли у Абда вообще хоть какое-то сердце. Проваливай отсюда! Мне нужно привести себя в порядок. И тебе доброе утро. Да, на всякий случай вот здесь пройдемся, мало ли что-то будет. Так, сундук пустой. Ну, ладно, доброе утро, Дана, просыпайся. О, стоп, что? О. А, так мы приплыли. Ничего себе переходик. Так, а Дана... Дана, видимо, еще там, да? Синдбад? Что, как оно? О, Ло, вот ты где. Слушай, знаешь что, если я правильно понял, то получается все огни найдены, да? И чем же мне теперь заниматься-то? Ты ведь, наверное, заметил, что сами огни меня не особо-то и интересуют. Моей целью был путь. Пойду, наверное, в библиотеку при храме Хэта теперь. Может, узнаю, что еще можно искать в Мисре. Передай злыдне мои прощания. Пока! Да, пока, Синдбад. Так, и что? Ты меня... Эй, ты! Чего стоишь? Давай, давай, иди к своей госпоже! У тебя-то еще есть шанс поймать ее дома. А я пойду договариваться о похоронах Буриса. Я не позволю уйти ему бесследно. Не позволю. Ладно. Ну, что ты стоишь? Господи. Проваливай давай! Пока. Блин, я что-то даже не знаю, у меня какие-то смешанные ощущения от того, что я прибыл домой. Привет всем! А у меня вот солнце Селиасет, кстати. Ну ладно, я, наверное, даже по рынку гулять особо не буду. Просто пойдем к дому Акетры. На всякий случай пройдем через город, мало ли что-то случится. Так. Здесь у нас толпа, которая... просто что-то обсуждает, понятно. На всякий случай в храмы зайдем, мало ли. Но, наверное, все-таки да, мне нужно просто сейчас домой. Черт возьми, то есть я сейчас всем расскажу то, что Буриса не стало. Да еще и самое главное, как не стало. Он превратился в монстра. Ага, ну на подходе к дому ничего не произошло, но наверняка произойдет что-то здесь. Всем привет. Вот как-то так. То есть, как только Дана, Бурис и твой обденыш вернутся, отправляемся сразу. Тянуть дальше нет смысла. Угу. Но я надеюсь, что ты пришел не только для того, чтобы сказать мне это. Ты давно обещал посвятить меня в план с тем, что будет в отправлении. Тихо. И я...
О, ты погляди, а вот и Лолошка. Ну, рассказывай, какие у вас результаты? Так, погоди, да блин, ребята, я мог и послушать, что там в отправлении. Мы потеряли всех, остались в живых только я, Дана и Синдбад. Мы нашли солнце. Это было не очень сложно, особенно когда мы перебили целое племя жителей. Я ничего тебе не скажу, Салик. Ну ладно, я скажу. Наверное, при каких-то других обстоятельствах я бы не сказал, но мы потеряли всех. Остались в живых только я, Дана и Синдбад. Нет, подожди. А как же Бурис? Неужели он погиб? Скажи мне, а солнце-то вы добыли? Тебя интересует только это, да? Да, мы добыли солнце, господи. О, отлично, молодцы! Придерживаемся нашего изначального плана. За сегодня мы не успеем снарядить корабли, но, думаю, завтра к вечеру уже все будут готовы. Салик, да как ты можешь так спокойно рассуждать об этом? Буриса еще даже не похоронили, как подобает, а ты уже Да просто... не начинай, не надо, Гетра. Что я уже? Дорогая моя, скажи мне, чего ты хочешь больше? Воздать почести старому капитану? Или же поскорее увидеть другие миры? Я бы хотела, чтобы у тебя была хоть капля человечности. Человечности? Что ж, я буквально стал богом этого мира, а Кетра — человечности. Мне некогда размышлять о подобном. Ты монстр. Да, ну началось опять эти реакции. В общем, ты, сейчас Эй, мы с тобой... Акетра, о, привет! Слушай, я тут заносил одному клиенту Кипа... Ты... Это невероятно. Нет. Да, конечно, сынок. В это сложно поверить, но вот он я. Посмотри, кем я стал. Забудь про то небольшое недоразумение с моей смертью. Моя организация теперь контролирует весь мистер Джамиль. Теперь я могу дать тебе все, что пожелаешь. Ну? Чего? Ты даже не обнимешь папаню, что ли? Знаешь, я действительно удивлен тебя встретить, и у меня много вопросов, но... Нет. А? Что значит нет? Да то, что мне противно осознавать, что ты хладнокровно заставил меня пережить потерю обоих родителей. Ты даже не представляешь, с каким трудом я сейчас сдерживаюсь, чтобы не набить тебе морду. Я просто не хочу, чтобы Акетра видела меня таким. Джамиль, ты ведь понимаешь, что в той жизни я бы не смог стать тем, кем стал? Мне нужно было умереть, чтобы восстать в истинном великолепии. Что ты... Да о чем ты вообще сейчас говоришь? Мне не нужно было никакого великолепия. Мне нужен был отец. Ну так вот же я! Теперь я не только отец, но еще и самый могущественный человек Мисра! Ты вообще не понимаешь, что несешь, да плевать мне на это! Будь то хоть сам бог-фараон, плевать! Кто? Ты мне не отец, хра тебе! Ну и ладно. Каким же слабохарактером тебя воспитала Лейла? Прекрати, Я- Салик. Уходи отсюда. Уходи, пока Джамиль не перешел черту. Выбора у меня нет. Мы все подготовим, но уходи. Просто уходи. Ну и уйду. Встретимся в порту. Ну, тоже мне. Ведь ещё- Повторяю, просто уйди. Ну, ладно. Акетра! Акетра, неужели ты знала? Да, Джамиль, знала. Ну, теперь я хотя бы понял, что ты от меня так усиленно скрывала. Это ничего. Ничего. Я не злюсь. Нет. Ни капельки. Знаешь, я даже рад, что ты мне не рассказывала. Да. Кто знает, что я бы сделал с этой информацией, верно? Да я и сейчас, честно говоря, не знаю, что мне делать. Как думаешь, это глупо, что теперь, когда я знаю, что он жив, я не рад, а наоборот хотел, чтобы он был бы мертв? О, Джамиль. Слушай, он твой отец, Джамиль.
И да, он ужасно с тобой обошелся. Теперь же тебе нужно решить, можешь ты такое простить или нет. А мы примем любое твое решение. Ну, Акетра. Ну, господи. Чмокнитесь. Акетра, спасибо тебе. Ты всегда знаешь, что сказать. Ладно, пошел, получается, думать, что теперь делать. Да уж. О, и, кстати, Масалама. Пока. Масалама. О, Лолошка, я теперь... Я не понимаю, надо было раньше ему сказать или нет. Как сложно, как сложно. Или, может быть, правильный момент для таких новостей не существует? Стоп, подожди. Я только сейчас поняла. Ты сказала, что вы вернулись с Синдбадом? Чего? Но вы же уплывали без него. Опять мореход вляпался в какую-то историю, да? Знаешь, я очень люблю слушать всякие истории, но... Нет, эту слушать я не готова. Как себя сейчас чувствует Дана? Как она перенесла смерть Буриса? Акетра, он превратился в монстра. Он напал на нее, и ей пришлось его убить. О, какой ужас. Я сейчас знаю, где она. Я должна ее как-то поддержать. За все время, что мы были вынуждены провести вместе, я даже как-то привыкла к ней, что ли. Даже поняла, что у нас много общего. Какой бы равнодушной она ни была внешне, такую утрату никто не должен переживать. Никто не должен переживать в одиночестве. Да. Лолошка, пока приготовься к плаванию. Салик не отступится от своей идеи плыть завтра. Это наш последний путь. Да, хорошо. Наш последний путь. О, Сдерик. О, господи, что такое? Бедный Лолошка! Ты как, а? Не представляю себе, через что тебе пришлось пройти. Я подслушал все разговоры с момента, как пришел Салик. Этот самодовольный болван отвратителен. Ты слышал, как он отреагировал, когда Джамиль сказал, что он ему не отец, а? Ну и ладно! Он сказал, ну и ладно! Как вообще можно так реагировать, а? Как можно скрывать себя от своего сына и потом так нелепо оправдываться? Ты, блин, а... Прости, я понимаю, что сейчас это малейшая из наших проблем. Но смерть Буриса... Черт, да у меня ж просто не укладывается это в голове. Я не могу поверить, я не могу понять. Когда ты сказал, что все участники вашей экспедиции погибли, я даже на секунду подумал, что Буриса с вами не было. Это ужасно. Господи. Я не знаю, что сказать, Лолошка. Может быть и к лучшему, что мы уже завтра отправимся на остров смерти. К лучшему, потому что мне нужно время, чтобы боль утихла. Всем нам. Я однозначно отправляюсь с вами. Наверное, заполнить пустоту в душе безумным походом против богов — это не худший из вариантов, да? Только вот мне не нравится, что Акетра назвала это последним путем. Звучит как-то тревожно, не находишь? С кем бы ты хотел повидаться, если бы это был действительно твой последний путь, а, Лолошка? Я, наверное, пойду выпью с ребятами-строителями из храма Хетентепа, да. Вот. Это мой финальный путь. Увидимся, Ло. Пока. Ну, четко, конечно, нам намекнули про этот последний путь. А с кем бы я хотел увидеться? Абди! Точно! Где Абди? Эй, всем привет! Так, здесь никого нет. Блин, ну это прям, конечно, жесткий намек на финал. То есть мы отправляемся на остров, последний остров, на котором мы ни разу не были. Остров смерти. Абди? О, Лолошка, вы в порядке, я так рад. Да, А мы вот, кстати, с Хануф, мы поливали цветы. Вот просто решили присесть ненадолго и... Эй, Хануф, я думаю, Лолошка знает, что мы с тобой, как бы... Абди, ну конечно же он знает. Но не обязательно же ему знать, что мы тут от работы отлыниваем. Я тебе сразу сказала, наши чувства никогда не могут затмить нашу лояльность госпоже. Помнишь? Ну да. Слушай, ты, кстати, расскажи, как у вас там все прошло? О, я слышала голос Салика. Надеюсь, он уже ушел. Он такой скользкий и склизкий. Как его имя, да.
Наверное, нельзя так про других людей говорить, да? О, не волнуйся, я никому не расскажу. Слушай, Лолошка, ты если что не переживай. Мы тут сами все закончим. Все уберем. Тут-то вроде бы... Может быть, ты с Дереку с готовкой поможешь, а? Или подметешь в выставочном зале. Как думаешь? Типа вы меня опрокинули? Реально? Чё, реально? Погоди, а может быть я да отвечу? Ну типа давай. Или давай, окей, ок. Нет? Может быть ты поможешь с Дереку с готовкой? Ну с Дерек ушел. Подметешь в выставочном зале. А чё, я реально могу это сделать? Мне даже просто интересно стало. Так, как я могу это сделать? Или это так, просто вкинутая фраза? Я думаю, вы сами замечаете то, что у Абди и Хануф сейчас такой цветочный период. Им никто не нужен, кроме их самих. Парочка, которая влюбилась друг в друга. И вот они хотят время проводить только вместе. Да, то есть даже я уже им не нужен. Ладно, пойдем отсюда. Есть у меня еще одна идея, с кем я могу пересечься. Это Зариф. Это, возможно, Фарах. Конечно, Фарах это такой персонаж, с которым я не особо бы хотел говорить, но тем не менее. Далее, я бы попробовал, наверное, зайти сюда в храм. Ну да, в целом это как будто было очевидно, нельзя. И, возможно, я бы хотел тет-а-тет, то есть 1 на 1, поговорить с Джамилем. Может быть, он мне что-нибудь расскажет новенькое. Эй, всем привет. Так, по идее, здесь... закрыто. Так, ну тогда у меня остается, я не знаю, Зариф. Просто я не понимаю, вот эти вот четкие, огромные, масштабные намеки про последний путь. Это что же означает, что мы не вернемся больше, да? Это намек на то, что мне бы желательно утены все потратить. Да? Прокачка огней это реально самое крутое, что я делал. Здрасте, торговать. Так. Тотем бессмертия. Кстати, возьмем. Да-да-да. Положим куда-нибудь сюда. Далее, зачарованное золотое яблоко у меня 2 штуки. Купить за 200. Чего? Погоди, я могу продать золотое яблоко и могу купить. Но при этом это обычное я могу продать, а здесь я могу зачарованное купить. Не, покупать я ничего не буду. Но вот золотое яблоко, может быть у меня, кстати, где-то есть. Может быть я реально продам. Так, короче, сейчас я к тебе еще вернусь. На всякий случай проверю, могу ли я с кем-то... Фарах и Зариф, да ладно! По-моему, это первый раз, когда они вдвоем разговаривают. Вспомнишь их двоих, и вот они. Если заранее закупить хорошие инструменты, которые прослужат долго, то это будет дешевле, чем часто покупать просто дешевые. Но это же такие большие затраты в один момент, и что? Слушай, Фарах, я понимаю твою позицию, но шахты служат десятилетиями. Дешевые инструменты в долгосрочной перспективе обходятся дороже. Ну, ты почти убедил меня, глупый торговец. Ну какой... О, Лолошка! Смотри-ка, а мы тут с твоим комендантом вторым познакомились. Ну, а почему это я второй, а? Я вообще-то первый. На Шахтерских островах шахта открылась раньше, чем в проливе. А еще я занимаюсь кристальной шахтой, да. Но моя шахта все еще куда эффективнее работает, чем 2 твои. Это изменится, вот увидишь. Мы тут поговорили с Зарифом. Абд, не мог бы ты вложиться в новые инструменты? Мне нужно всего 500 утенов. Реально? Держи, почему нет, 500 утенов. Честно говоря, учитывая то, что последующие там, возможно, 2-3 серии будут финальными, я даже как-то не думаю, что мне 500 утенов нужно тратить. Давай, друзья, я долго думал, вы отлично справляетесь, и я вам не нужен. Я хочу передать вам шахты целиком. Но... Ты что такое говоришь? Почему ты так резко передумал, Лолошка? Да, я не уверен, что смогу работать без серьезной руки надо мной. Я бы предпочел, чтобы это была рука твоей прекрасной госпожи. Но привык терпеть и твою, да. Вот. Эй, слушай, а помнишь, я тебе дал руду из своей шахты, а? Можешь принести, пожалуйста? Я покажу тебе, как с ней обращаться. Ну, да, ладно, понял. Ты тогда сам придешь ко мне на корабль, как освободишься, да? Давай. Вот, 500 утенов сэкономили. Эй, Лолошка, что случилось? Я видел корабль Буриса в порту, даже ходил туда, но ни Буриса, ни его команды не нашел. Это как-то связано с твоим желанием отказаться от шахт, да? Неужели Бурис тебя как-то задирает? Говори, Лолошка. Эх, Зарифка, все куда тяжелее. Да никак это не связано. Отстань, Зариф. Бурис теперь с Кнефом Тити. Да, Зариф, Бурис сказал, что из меня плохой владелец шахт. И что абды не должны шахтами заниматься. Солгать. Зариф, Бурис теперь с Кнефом Тити. Что?
Как? Но ведь... Бурис был единственным роносовцем, которого я выносил. С кем мне теперь припираться? Но... Подожди. Почему же ты тогда отдаешь нам шахты? Ты же не собираешься меня тоже оставить, Лолошка? Недавно ушла мама, теперь Бурис, а теперь еще и ты. Я не смогу, я небольшой мальчик, я не сумею справиться один, Лолошка. А, черт. Да никуда я не денусь, Зариф. Солгать. Да, и даже мой персонаж понимает то, что я солгу, если я скажу, что никуда не денусь. Это просто невероятно. Блин. Эти финальные серии. Послушай, Зариф, Кнеф Мтити дала тебе второй шанс, потому что ты потрясающий. Сам. Не из-за меня или Буриса. Ты справишься, ты найдешь новых друзей, поверь мне. Прости, я не знал про твою маму. Я очень соболезную, Зариф. Послушай, Зариф, Кнеф Мтити дала тебе второй шанс, потому что ты сам, без кого-либо, потрясающий. Нет, Лолошка, ты действительно собрался меня покинуть? Я так счастлив, что ты был моим другом. Я знал, что когда-то это закончится. С момента, как я познакомился с тобой в заброшенном порту Зеленого, я знал, что у тебя есть какое-то предназначение, какая-то цель. Я знал, что ты не отступишься, даже когда вас внесли в список, помнишь? И поэтому я знал, что наступит момент, когда мы будем должны попрощаться навсегда. Но я не ожидал, что этот момент наступит так быстро. Пожалуйста, пообещай мне. Пообещай, что ты не забудешь меня. Я хочу быть уверен, что останусь в памяти великого человека. Ты для меня великий человек. Я никогда тебя не забуду. А теперь оставь меня. Я не хочу, чтобы ты видел мои слезы. Хотя нет, стой. Удачи тебе, мой первый и самый дорогой друг. О ты, ё-моё. Вот так вот, а. А ведь это и правда. Я действительно единственный друг Зарифа. Об этом говорила даже его мама. Нам по сюжету ведь даже и не рассказывали больше ничего про его маму. Я не знаю, на эмоции выводит, но можем ли мы с кем-то еще поговорить? Может быть, с тем же Фарахом? Эй, Фарах. Привет. Сел тут, что-то делаешь, да? Ну-ка. О, я могу куда-то сплавать. Вот это, я так понимаю, кстати, будет остров смерти. И раз уж мы сэкономили только что 500 утенов, ребят, давайте так и быть. Наконец-то мы потратим очень много денег на опыт. Еще раз здравствуйте, торговать. Приобретаем, ну, наверное, 4 стака пузырьков опыта. Того это выходит как раз-таки 300 утенов. Не, давай еще больше. Вот так, замечательно, 5 стаков. Далее сразу хотя бы 1 стак используем. А можно даже 2 стака. Итого у нас 24 уровня. О, да, я могу прокачать что угодно, как угодно. Мне нужно всего лишь, например, солнце Селиасет. Далее, благодатный свет. Итак, улучшение увеличивает радиус, а также повышает температуру солнца, что делает его эффективнее. Здесь 5 звезд, здесь 5 звезд, здесь 5 звезд. Чтобы улучшить, мне нужно 30 единиц опыта. Чего? 1 очко прокачки мне нужно. То есть, раз, два, все, улучшаем. Откат в итоге 9 секунд, радиус 12 блоков. Давай проверим, насколько он теперь больше. Давай. То есть само солнце не становится больше. А я-то думал, что оно тоже будет увеличиваться в размерах. Ну, блин. Я бы хотел посмотреть на огромное солнышко, если честно. Интересно, а если я сюда подойду, я могу еще с Зарифом поговорить? Ладно, я понял. Что ж, ребят, я могу быть не до конца уверен, но исходя из всех этих намеков, которые мы получаем, следующая серия вполне себе может стать финальной. Поэтому давайте глубоко вдохнем, выдохнем и будем готовы. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Данная серия подходит к концу. Невероятные эмоции испытываю на протяжении всех последних серий. И надеюсь, вы тоже. А вообще, если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и предфинальная серия, видимо. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Кажется, Спенсер и Джодах знают что-то, чего не знает больше никто из нас. Возможно, даже остальные боги и... Не богохульствуй, Акетра.
Когда ты появился на площади, я сразу понял, что ты мироходец. Лолошка, из какого ты мира? Ой-ой-ой, отправление или финал? Финал или отправление? Дамы и господа, добро пожаловать в серию, которая, возможно, ставит точку во всей истории сезона. Подобное не оттягивают, поэтому всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы готовы увидеть отправление. Место, к которому нас готовили десятки серий подряд. Место, которое, если верить Дани, погубит меня. И место, которое может активировать только мироходец. Хочу напомнить то, что наша цель не только увидеть, что такое отправление, но и наконец-то избавиться от осколков временного парадокса. Небольшое уточнение, огни богов это скорее не осколки, это скорее ключи к этим вратам. Но что мы точно понимаем, мой меч, меч путешественника, один из самых грубых парадоксов. Да тут даже так и написано. Будучи осколком временного парадокса, клинок воодушевляет владельца на приключения и путешествия по мультивселенной. Да, ребята, осколки это плохо. От осколков надо избавляться. И если мы хотим спасти всех, то... видимо, придется избавиться и от него. Черт. Если что, прямо перед этой серией я поспал, и как только проснулся, увидел это. Тренировки Абди явно не пропускает, ай да молодец. Ух ты ж, блин, какой удар. Поговорим? Да, сейчас. Что такое? Лолошка, мне стало очень трудно тренироваться с момента, как Хануф ответила на мои чувства. А сейчас я понимаю, что мы уже сегодня плывем в отправление, и никто не знает, что именно там произойдет. Братство так давно к этому готовилось, но они хотя бы знают, что будут делать. Я вот знаю. Я понял, что это, возможно, мой последний шанс поквитаться с Даной. Лолошка, я убью ее в отправлении. Так, нифига себе, вот это у нас диалоги с самого начала. Это хороший план, Абди! Абди, оставь это. Дана намного сильнее тебя. Ты просто нелепо умрешь, оставив Хануф одну. На самом деле, вот если бы здесь было просто сказано то, что ты оставишь Хануф, не надо, то тогда это был бы хороший вариант. А тут, видите, Дана намного сильнее тебя, ты просто нелепо умрешь. Ну, типа, он не верит в это. Он уже верит то, что он сильнее, потому что он тренируется. Абди, убив Дану, ты только подтвердишь, что ей удалось сделать из тебя машину для убийств. Ну, в целом, Абди этого боится, да, он не хочет снова прибегать к насилию, поэтому вот это. Машина для убийства? Что? Ну вы постоянно кого-то убиваете, но себя же таким не считаете. Почему ко мне у вас другие требования, Лолошка? Смерть Даны нужна мне для того, чтобы оставить прошлое в прошлом. Мне очень жаль, что вы не можете этого понять. Уйдите. Мне нужно тренироваться. Прости, Абди. Блин, я теперь даже не знаю, а может быть второй вариант надо было выбрать? Ну, такое ощущение, что любой вариант привел бы к этому. Типа, хороший план? Да. Но тогда я бы, наверное, получил больше шкалы отношения, да? Ой, кстати, нифига себе. Мне дали -5, и это вот так вот упало. Такое ощущение, что шкала отношений постепенно падала. Абди, если у меня будет вариант как-то сдержать тебя, я сдержу тебя. Даже если мне придется отрубить тебе руку. Прости, но я это сделаю, наверное. Ну, может быть, не сделаю, но, короче, ты запомнил. Хотя тогда это просто насилие на насилие. Какой-то я бред сказал. Так, в итоге здесь у нас Дерек. Дерек, привет. О, привет. Почему никто не сказал мне, что мы сегодня плывем в отправление? Нет, я, конечно, все подслушал еще тогда. Но они же не знают, что я подслушал. Они не знают, что я знаю. Я хочу уже начать готовить еду, чтобы взять с собой. Но не могу, потому что не должен знать. Понимаешь? Ну, не должен знать, что мы куда-то отправляемся. Тихо, Дерек, успокойся. Давай я скажу, что это я тебе сообщил. О, точно. Ты-то все знаешь, Лолошка! О, спасибо тебе огромное! Что бы я без тебя делал? Так, ладно, надо готовить.
Окей. Подожди, это реально весь диалог? Так, Хануф, Акетра. Всем привет, ребят. Кто-нибудь есть? На всякий случай проверим ту комнату. В предыдущий раз мы здесь встретились с Дерека, а сейчас никого. Понятно. Так, получается, сегодня мы плывем в отправление. Возможно, мне уже надо идти в порт. Но тут у нас, кстати, спальня открыта. Всем привет. Опа. Типа, гляди-ка. Отдыхает. Акетра, привет. Да, привет. А тигра-то растет, представляешь? Ночью она выбралась во двор, и поэтому с утра я проснулась с мертвым кротом прямо на подушке. Не очень-то приятно, если честно. Но я рада, что у меня растет такая охотница. Ты, кстати, помнишь, что мы сегодня отправляемся на остров смерти? Как тебе название для нашей последней точки? Если что, я знаю, что Дана вытащила у тебя из спины скоробея. Меня тоже освободили. Салик. Что думаешь? А если мы теперь просто сбежим в какой-нибудь другой мир, а с этим парадоксом пусть разбирается кто-нибудь другой? Ладно, я несерьезно это предлагаю. Я просто соскучилась по тем дням, когда мы могли просто провести время вместе. Как тогда, в Лазотеповом проливе. Хотелось бы, чтобы таких моментов было куда больше. У тебя нет такого ощущения, что произойдет что-то непоправимое? Меня вот мучает вопрос, а если осколки парадокса находятся по всей мультивселенной, то куда Джодах собирается их выбросить, чтобы их не стало? Разве не вся мультивселенная сейчас находится под влиянием этих парадоксов, А если собрать их в одном мире, то разве это не сделает ситуацию еще хуже? Знаешь, кажется, Спенсер и Джодах знают что-то, чего не знает больше никто из нас. Возможно, даже остальные боги и... Не богохульствуй, Акетра. Так нельзя. Что за... Нет, ну ты сейчас это видел? Вот что это было? С момента, как Джодах рассказал, что боги раньше были людьми, я стала проще к ним относиться, это правда. Но так и быть, госпожа Кнефмтити, больше ничего не скажу. Ух ты. Что? А знаешь, она мне нравится. Заставляет переосмыслить саму смерть. Ой, кстати, нам же скоро на похороны Буриса. Так. Лолошка, оставь меня. Я переоденусь. Ладно. Ты чё, закроешь дверь, как обычно, да? Ну, конечно, классика. Так, ладно, если переодевается, то пусть переодевается. Похороны Буриса, да, надо не забывать об этом. Здесь никого. А Хануф, кстати, куда-то делась, ты погляди. Нигде нет. Ну, ладно. О, Сдерик. Что такое? О, госпожа. О! А если Ё-моё. честно, я почему-то думал, что за нами зайдет Дана. Я уже привык, что она все время где-то рядом. Сдерик, ты так говоришь, будто она тебе больше госпожа, чем я. Не-не-не, ничего подобного, леди. И просто вы действительно мало появлялись дома в последнее время. А Дана, она постоянно приходила, чтобы ложку забрать. Вот я и удивился, что она не пришла. Все. Мне она не нравится, если что. Мне просто жалко Буриса. И из-за этого жаль и ее. Это правда. Удивительно, что нам удалось в такие короткие сроки организовать церемонию. Это здорово, что мы успеем попрощаться до отплытия в отправление. Дане это нужно. Вчера, когда мы виделись, она даже шутить не могла. Госпожа, это вы помогли Дане организовать церемонию похорон Буриса? Да, Абди. Я пробовала убедить Салика отложить отправление, но... Нет, он даже слушать не стал. Если бы не удалось организовать все сегодня, похороны бы прошли без нас. Или бы вообще не состоялись. И то верно, Сдерик. Если что, после похорон будет собрание братства. Пройдет внутреннее прощание. Вы все приглашены. О, знаете, я, наверное, лучше туда не пойду. Я буду готовить еду к нашему отплытию, вот. Слушать заунывные речи Салика, которому на Буриса плевать, я точно не стану. Что ж, твое право. Знаете, я тоже не пойду. Я не хочу видеть Дану разбитой и несчастной. Не хочу испытывать сострадание к человеку, который ни разу не проявил его ко мне. Надеюсь, на похоронах мы не пересечемся. Я согласна с Абди. Ладно. А ты, Лолошка, ты пойдешь проститься с Бурисом? Да, конечно. Я хочу нормально проститься. О, спасибо. Я волновалась, что буду там одна. А я слишком много времени провожу в братстве. Иногда даже чувствую, будто земля из-под ног уходит. Ну что ж, тогда пойдем?
пойдем. Так, в итоге кто у нас отправляется? Я, Акетра. Ну на похороны идем мы все, да? Погнали, черт возьми. Ну, кто это тут у нас? Нечего вам было приходить. Вам собираться надо. Все-таки тебе, Лолошка, скоро умирать. Или Акетри. Тут уж ваше дело. Салик вот не пришел. Вообще, твоя госпожа сильно помогла мне с организацией церемонии, это правда. Ладно, так что, наверное, вы имеете право тут быть. Бурис считал вас своими друзьями. Да, это правда. Вот, все. Самое главное, она провела цепочку самостоятельно, мне даже ничего говорить не пришлось. Итак, минутка молчания в честь Буриса. Покойся с миром, Бурис. Это очень больно. Знаешь, спасибо, что все-таки пришел. Передай Салику, что я не приду слушать его болтовню. Хочу побыть одна. Что? Я только что услышала, что Дана не пойдет на собрание братства? Ну ладно, понимаю. Но мы-то с тобой пойдем и прямо сейчас. Ладно, покойся с миром, Бурис. Так, получается, Хануф, Абди там стоят, и мы идем только вдвоем. Позвольте я выскажу несколько слов, братья и сестры. Мы все скорбим о нашем брате. Он был важным помощником и нашим голосом разума. Только он мог сказать нам правду в глаза в моменты, когда мы все забывались. Его дружелюбие и доброта открыли двери братству во всех уголках мира. Все, хватит, господи! Мы все тут грустим о смерти Буриса, да. Но он умер, выполняя нашу миссию. А значит, запомните, его смерть была не напрасной. Друзья, уже сегодня вечером мы все вместе отправимся на остров смерти. И там мы наконец исполним то, к чему наше братство столько лет стремилось. Именно при нас Тойфетун наконец-то достигнет своих целей. Восьмиголовое чудовище может лишиться одной своей головы, это правда. Но пока живы остальные, она отрастет заново. Именно поэтому мы взяли это название. Пока есть наше тело, то есть наша цель, Тойфетун не погибнет. Черт возьми! Брат, это жестоко! Бурис вообще-то был нашим другом! Ты права, сестра. Но я не хочу, чтобы вы забывали, кто виновники этой жестокости. Во всем виноваты боги. И мы их одолеем уже очень скоро. Я просто хочу сказать, что в Бурисе была сила настоящего красногривого. Да, мы, может быть, и ненавидим богов, но ведь именно они олицетворяют не только самих себя, но и качества, основные черты характеров людей. Бурис был настоящим воином, настоящим, верным, лояльным и сильным. И еще он... Черт, простите. Да, похлопаем, господи. Я знал, что это собрание было плохой идеей. Объявляю его оконченным. Господи, какой же ты Салик. Ну, кстати, я только сейчас понял то, что нас же не телепортировал. Лолошка, Не телепортировала из храма. Да, здравствуйте, жрец. прошу, пройдем со мной. Ладно. Лолошка, я знаю, что у вас с братом Бурисом были хорошие отношения, поэтому... Слушай, однажды на совете еще давным-давно я тогда рассказал братству, что заметил твое появление на площади. И... Слушай, я бы хотел поговорить с тобой, только давай-ка не здесь, а? Может быть, в моем храме? Не откажешься ответить на пару моих вопросов? Подожди, давным-давно... То есть, когда была самая первая серия, и когда он издавал вот этот указ про кошек? Господи, ты реально меня запомнил? Хотя, что там запоминать-то? У меня шуба была, еще и эти бирюзовые очки, ну, типа, меня легко запомнить. Да, конечно, пойдем. Только если ты не откажешься ответить на мои вопросы. Извини, меньше всего мне сейчас хочется общаться с кем-то из братства. Да, давай, если ты не откажешься. Ну ладно, по рукам. За мной.
Леди Акетра, всего доброго. Так, храм Кнефнтити, это... Да, вот это. Ты ведь тоже когда-то говорил с Кнефнтити, да? Однажды, когда я всю ночь молился и взывал к ней в тщетных попытках понять, что же мне делать, я... Слушай, давай-ка, наверное, без этого. Она явилась ко мне и сказала всего одну фразу, которая въелась в мое сознание. «Чего ты разнылся? Сам решай, я тебе не мама». Да-да, так и сказала. Именно в ту ночь у меня выпали все волосы от страха. Никогда больше Кнефнтити не говорила со мной, сколько бы я ни пытался. Но зато с тех пор я понял, что надеяться на богов нельзя, и нужно думать самому. Иронично, что этому меня научили сами боги. Да. Это мы уберем. Ты уж прости за это длинное вступление, просто мы совсем не знакомы. Давай представимся. Меня зовут Сет. Когда ты появился на площади, я сразу понял, что ты мироходец. В меховой куртке, растерянный, но при этом такой решительный. Да и этот желтый свет, я уже видел его когда-то. Лолошка, из какого ты мира? Да я-то откуда знаю? Из мира 13, из Мисра я понятия не имею. Давайте, я не имею никакого понятия, откуда я. Я вообще ничего не помню до попадания в Нарфанис. Хотя, я был уверен, что братство и так уже это знает. Фу. Братство-то, может быть, и знает, но мне просто хотелось проверить тебя. Один из мироходцев рассказывал мне, что в холодных мирах дождь падает на землю в виде белых хлопьев. Знаешь, я как бы знаю, что такое лед. В пустыне по ночам иногда, когда нет ветра, бывает очень холодно, и там в бурдюках даже вода замерзает. Но я никогда не поверю, что существует мягкий лед, падающий с неба. Вот уж, блин. Ладно, знаешь, у меня тогда другой вопрос. Роза Кнефнтити, она действительно воскрешает мертвых? Поделись-ка. А ты что, не знал? Самый популярный вопрос у братства вообще-то, да. Да, она воскрешает, но лишь в виде груды плоти и костей. Сет, а ты-то как думаешь? Дал бы я тогда Бурису умереть? О, кстати, неплохо. Да, воскрешает, но только взамен на другую жизнь. Получается... А ты-то как думаешь? Дал бы я тогда Бурису умереть, а? Да... Оу. Ну, прости меня. Бурис мне больше всех нравился из братства. Спасибо, что ответил. Вообще тогда понятно, почему Дана резко стала активнее помогать братству. Видимо, она надеется, что мы придумаем какой-то другой способ воскресить ее... Слушай, а иди-ка ты к своим друзьям, а? Вы все тут переживаете эту утрату. Куда? Стоп, погоди, а как же мои вопросы? Да, точно. Ну ладно, это справедливо. Хорошо, давай, задавай. Вау, я реально могу что-то спросить. Только что у него спрашивать? Про братство? В тот день на площади ты упоминал новый указ фараона о том, что все лишние кошки должны быть принесены в жертву. Зачем убивать столько невинных животных? Вау, спустя 83 серии мы можем наконец-то об этом узнать? Так, а что у нас еще? Раз уж Кнефнтити научила тебя думать самостоятельно, то почему ты хочешь все равно пойти против нее и остальных богов? Это тоже хороший вопрос. Но в целом мы примерно понимаем то, что они верят в лучшее. Они верят в то, что при помощи отправления найдут другой зеленый мир, где будут цветочки, мясо, еда. Эй, Сет, а ты знаешь, что Салик это бог-фараон? Мне кажется, что это уже не так важно. То есть, вот Дана узнала, и что? Давайте вот это лучше спросим. В тот день на площади ты упоминал новый указ фараона о том, что все лишние кошки должны быть принесены в жертву. Зачем? Ну, ух ты это... Хорошая у тебя память для человека с амнезией. Ладно, в любом случае, я отвечу. Пойдем за мной. Чего? Куда? Что ты хочешь? Сейчас, все сам увидишь. Ох ты ж, ё-моё. Так тут все-таки есть еще потайная комната, прямо как у Монту. Ай-яй-яй. Я знал. Так, ой, я слышу мяуканье. Что? Батюшки. Так ты
Ты не убивал их? Вот именно! Я не смог этого сделать. Именно поэтому я нанял строителей, чтобы они построили мне это место. Строителей, правда, пришлось убить, чтобы не разболтали. Но все-таки ты спросил, зачем мне все это? Это был план Салика, не мой. Вернее, это был его тест. Он сказал, что чтобы проверить, что люди запуганы достаточно, нужно издать какой-то указ, который будет отнимать у них самое дорогое. И если люди не восстанут даже после такого, значит не восстанут уже никогда. И вот, мы издали такой указ. Как видишь, никто не жаловался. Такие люди, как твоя госпожа, смогли откупиться, чем даже пополнили казну. Ну и в общем, как ты понял, Салик крайне расчетлив и умен. Поэтому-то мы не против, чтобы он принимал решения. Даже несмотря на то, что по нашему уставу у нас нет главного. Что же получается-то? Я, выходит, вне собственного закона? Что? У тебя какие-то еще вопросы? А, так погоди, я могу еще задать? Ой, так это же шикарно. Почему даже после такого тупого закона ты все еще остаешься с братством? А что ж делать-то еще? Я на стороне самой могущественной силы в Мисре, парень. Или ты предлагаешь встать на сторону богов, которые говорят, что они мне не мама? Смешно, смешно. Тем более, мне кажется, что Салик уж больно близок к богу фараону, раз закон прошел его одобрение. Так что, пойми меня, я в какой-то степени на стороне самого бога. А вообще, многовато я тебе рассказал. Повезло, что мы уже сегодня плывем на остров смерти. А теперь действительно ступай. Я попрощаюсь с кошками и приду на пристань. Подожди, я понял, зачем ты это сказал. Многовато я тебе рассказал, повезло, что мы уже сегодня плывем на остров смерти. То есть он знает, что я должен умереть там. Ну ничего, это мы еще посмотрим, кто умрет, ты или я. Понятно вам всем? Я знаю эту правду. Я не дам себя в обиду. Не дам, черт возьми. Хотя погоди, а че я ухожу-то? Ну-ка давай проверим. Может быть тут есть какая-нибудь пасхалочка? Сет. Если посмотреть на миниатюру слева сверху, то он как будто никого не гладит. Хе-хе. Погладить не могу. Поговорить с Сетом я тоже не могу. Обалде... Это что за звук? Это кто-то... Подожди. А, это кувшинка! Это кошки прыгают по кувшинкам. Господи, я испугался. Такой вот у нас добрый Сет, который ради того, чтобы спасти кошечек, готов нанять строителей, людей с профессиями и просто убить их после окончания строительства. Да, честно говоря, я сначала подумал, что ты не так плох. Ну, по крайней мере, хоть какую-то правду узнали, и на том спасибо. Видимо, храм останется открытым. Так, и я напомню то, что мы отправляемся в отправление. Для этого нам, по идее, нужны абсолютно все огни. Сейчас... What the fuck? Господи, верблюд, не пугай меня. Так вот, для этого нам нужны все собранные огни. Сейчас у нас лунный лук, далее клык Кроноса, далее роза, бла-бла-бла. Нам не хватает, по идее, только молота Монту, да? На всякий случай вернемся домой, потому что, понимаете, вот то, что я сейчас хожу по этому кустику, по этой травиночке, по вот этому кирпичику, возможно, это последний шаг, который я делаю по этому кирпичу. Вполне возможно, Тигра, мы с тобой видимся в последний раз. И да, я знаю, как тебе плевать. Так, кстати, а дома в итоге никого, да? Абди, Хануф, Сдерик, вы отказались идти в храм, но... Окей, дома вас тоже нет. Ладно. А еще вот что я понял. Раз уж это, скорее всего, последний шанс прокачаться, надо прокачаться. У меня 6 лазотеповых скоробеев. Ё-моё. Надо, наверное, взять что-то типа фараоновые крылья 2-го уровня. Или же что-то покруче. Я даже не знаю, что может быть круче. Поглощает весь получаемый урон, когда игрок находится в воде. Я не думаю, что я смогу это обузить, особенно при финале. Повелитель стихий убирает потребность в воздухе и подавляет урон от огня. Вот. Я думаю, то, что в один момент меня могут поджечь или что-то типа этого. Поэтому повелитель стихий, сюда! Фараоновые крылья, так и быть, пусть останутся на 1-м уровне. Так и быть. Далее бой прокачиваем до 62-го. Серебряные скоробеи мы, наверное, чуть-чуть потратим на золотых. Снова прокачаем бой. Того у нас 66 уровень. Теперь у меня дополнительное сопротивление урону, дополнительный наносимый урон. Шикарно, блестяще. Так, а вот ауритеховых скоробеев я потрачу на... Ох, черт, даже не знаю. Воздаяние. Возвращает атакующему 2% от полученного игроком урона. Ну, не знаю, типа я прокачаю, например,
например, 4-й уровень, это будет 8%, и, допустим, мне нанесут 10 хп. То есть я верну всего лишь сколько? 0,8? Это мало, это вообще нисколько. Зато при этом с этих 10 урона я почти умру. Поэтому, наверное, это бессмысленно. Наверное, мантру выносливости. Раз, два, три. Все. Идеально. Далее, лазотеповый скоробей, ну не знаю, потратить его на ауритеховый? Наверное, так и быть пока нет. Ну, мало ли пригодится, мало ли. Оставим на будущее. Хотя этого будущего уже как будто нет. Далее, мы, наверное, телепортируемся в Прунус. По идее, идем сюда. Забираем молот Монту. Я могу, конечно, ошибаться, что он нужен, но по идее мы же вернулись теперь с зеленого континента. Следовательно, забрать можно. Все остальное вроде как присутствует. Фух, блин, и... Малус? Неужели, ребята, неужели? Мы отправляемся в порт. И судя по вечеру, да, судя по вечеру, мы должны отправиться именно в порт, потому что, я напомню, предыдущая серия, Салик говорит завтра вечером. То есть, по идее, это уже сегодня вечером, да? То есть, прямо сейчас. Не хочу нагонять и говорить лишнего, но вроде бы это не Я сейчас... Я чуть не выпал из жизни, долбанный слон. Так вот, вроде бы я ничего лишнего не говорю, поэтому погнали. На всякий случай я бы даже прошелся по рынку, потому что мало ли что-то произойдет. Вот сюда золотой скоробей можно потратить. Так вот, я про то, что мало ли что-то произойдет, такое... Вроде сюжетное, но при всем при этом лишь дополняющее этот сюжет. Я вот, например, давным-давно не ходил здесь. Я ни разу не залетал сюда. Я понимаю то, что, скорее всего, ничего не произойдет, но... Мне... Я не знаю, мне как будто больно прощаться с Нарфанисом. У меня стойкое ощущение, что остров смерти, на который мы попадем, это последняя точка, на которой мы появимся в целом в этом сезоне. Даже, я не знаю, тяжело просто это принимать. Эй, торговцы, привет. Я понимаю, что у нас до этого были некие разногласия. Может быть, мы не особо торговали, но... Давайте так и быть, я куплю у вас искаженный стебель. Кстати, искаженный стебель — это редкая штука по одной простой причине. Мы в этом сезоне, по сути своей, в аду были только разочек. Ну или 2 разочка в самом начале. Сейчас из Нарфаниса телепортироваться в ад не представляется возможным. Ух ты. Фига, я даже не знал то, что там какой-то череп. Прикольно. Следовательно, искаженное дерево и искаженные доски — это действительно редкая штука. Вы будете первыми досками, которые побывали в отправлении. Знайте это. У тебя ничего интересного. Но я бы взял что-то на регенерацию, потому что вот сейчас у меня есть еда, но нету регенерации. Давно это понял. Любой торговец, дай мне регенерацию, пожалуйста. Вино Мисс Лилит. Улучшенное исцеление. Особенное вино для особенного человека. Дарует регенерацию и мгновенное излечение. Шикарно. Оно стакается! Стоит 20 утенов! Ладно, я 15 штук куплю. Это явно мне понадобится. Эй, всем привет! Корабля больше нет? О, я вижу Тои Футунса. Я вижу Акетру, Дану, Лейлу, Сдерика. О, вот ты где, привет! Вы с Сетом так резко исчезли, что мы даже подумали, что что-то случилось. Говори за себя. Я ничего не пугалась. Мне плевать. Классика. Эй, знаете, я хотела вам всем сказать, что Салик говнюк. Спасибо. Просто глаза на мир раскрыла. Нет, я правда этого не понимала и... Эй, хватит там болтать! Мы скоро отправляемся! В общем, я хотела сказать, что я рада, что мы на одном корабле, а Салик на другом. Ну, конечно же. Я сказала ему, что выкину его за борт, если мы поплывем на одном. Ух ты! А я-то думала, ты поддерживаешь братство, сестра. Знаешь, отстань. О, посмотрите-ка, посмотрите. Бежит последний. Можем отправляться. О-хо-хо-хо! Неужели мы готовы к отправлению? Ты! Добро пожаловать в отправление! Иди, расставляй свои огни. Что? Не-не-не-не-не-не, погоди-ка. А когда ты собираешься рассказать мне, что я должен буду погибнуть для вашего ритуала, а? Что? О, это другие огни! Что это? Ну, видал, да?
Это посох самого бога фараона. О, дамы и господа, конец предыдущей серии один из самых говорящих за долгое время. Пора пройти в отправление. Место, расположенное на неком острове смерти. Место, зовущее меня уже кучу времени. И место, которое активируется только всеми ключами. Кстати говоря, эти ключи уже давным-давно со мной, ведь ими являются те самые огни богов. Десятки серий были потрачены на их поиски, сборы, и вот оно! Мы готовы! Друзья мои, добро пожаловать на финальную серию сезона 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать на конец истории. Да, друзья, новый мир, новые подробности, знакомства, дружба, смерть и, конечно же, часть лора. Все это мы получаем и, скорее всего, надеюсь, будем получать и дальше. Ну а сегодня мы завершаем историю египетского мира. Друзья, еще раз, добро пожаловать на финал 13 огней. Напомню, предыдущая серия закончилась на стадии, когда я, наши друзья, тайное общество Туифетун и остальные отправились на некий остров смерти. Остров, на котором мы еще ни разу не были и который внутри себя скрывает те самые врата. Отправление. Также напомню незнающим и забывчивым. Отправление — это врата, позволяющие пройти сквозь другие мультивселенные или же реальность, называйте как хотите. Представьте, что все сезоны, которые выходили у меня на канале до этого, за 11 лет, в том числе и 13 огней, это одна реальность. И последнее время, а если быть точнее, то сейчас эта реальность страдает из-за осколков временного парадокса. Если от осколков не избавиться и не выкинуть в другую реальность другим, ну, да, это звучит жестоко, я понимаю, то все, что мы знали до этого, просто схлопнется, исчезнет, перестанет существовать, называйте опять же как хотите. Пока что это единственное из понятного мне, но, видимо, сегодня мы получим самые подробные подробности. Опять же, предыдущая серия закончилась на нашем отплытии на остров смерти, и продолжение следует. Продолжаем, как говорится. О, реально отправляемся и... Так, всем привет. Абди, Хануф, Сдери, Кокетра, даже Дана. Так, и получается, мы не на одном корабле, верно? Йоу, ты погляди-ка! Огромная банда отправляется на остров смерти. Что же ждет нас там? Неужели смерть? Или же это просто громкое название? Так, в любом случае, мы это все узнаем, но... Ребят, всем привет. Что обсуждаете? Ну нет, я все равно не понимаю, как вы хотите это госпоже это предложить, а? Эй, Хануф, я понимаю, что тебе сейчас очень страшно, но поверь, это же отличная идея. Да, идея-то, может быть, мне и нравится, но я имел... Хануф, запомни, ради тебя я готов абсолютно на все. Я это понял уже давным-давно. Еще до того, как я понял свои чувства и признался в них тебе. Я посвящу себя, чтобы сделать тебя счастливой. Это то, чем я хочу заниматься. Господи, бога ради, что у вас происходит, а? О, Лолошка, здорово. Представляешь, Абди хочет уйти от служения госпоже Акетре. Он хочет создать семью с Хануф. Что? Да, это правда. Спасибо вам за все, что сделали для меня на моем пути становления человеком. Я так далеко зашел, что не могу дальше быть Абдом. Ведь Абдов не считают людьми, и если... Эй, стой, Абди, пожалуйста! Ну как же мы заработаем на пропитание? Госпожа... Да, госпожа наверняка предложит нам утены, но я не возьму. Я не могу. Ага, значит, ты согласна, что Акетра не будет против и даже поддержит вас, да, Хануф? Да, скорее всего так, но именно поэтому я и не уверена, что мы можем так с ней поступить. Абди... Ну, Хануф, пожалуйста, прошу тебя. Попробуй хотя бы раз в жизни подумать в первую очередь о себе. Поверь мне, один раз попробовав, уже не сможешь остановиться. Да, хорошо, Абди. Я попробую, обязательно. Ну вот, молодец. Как только вернемся из отправления, обсудим наш дальнейший план. Родная, все будет хорошо. О, как это мило. О, господи, ты погляди, а. Ну прям реально, новая семейная ячейка, черт возьми. Так, все?
Понял. На всякий случай, конечно, попробуем нажать по Сдерику, по Абди. Слушайте, а могу ли я перелететь на тот корабль? Я, конечно, немного психопат, но... Ой. Да ладно. Я реально это сделал. Ребят, простите, я не хотел. Я понимаю, что так нельзя. Скорее всего, так нельзя. Ладно, что тут у нас? Акетра? Ну, Лейла, знаешь, я тебе так скажу. Ты, наверное, самый адекватный из братства. Ну, помимо меня. Я бы хотела обидеться на такое высказывание, но оно вполне себе правдивое. Слушай, Лейла, я не так давно в Тоефетуне. Скажи мне, а какой у вас вообще дальнейший план? Ну, вообще, после победы над богами мы хотим открыть путь к другим мирам, и после... Нет, Лейла, это я уже слышала. Как вы планируете побеждать богов? Я про это. В смысле как? Сейчас покажу. Например, вот так. Или вот Ты, так. господи. Или даже вот Вау. так. И Роносу прямо по его морде. Ой. Ну, вот теперь-то вроде бы все понятно. Да? Угу. Ну, в целом я поняла, что у вас, то есть у нас, нет ни единого шанса. Ну зря ты так, Акетра. Вообще-то, по легенде, установление всех божественных артефактов должно не только призвать богов, но и лишить их магических сил в пределах отправления. Ну, это то, что я знаю. Но мне кажется, твоего бога, Акетра, я бы смогла уделать и так, безо всяких отправлений. Не знала, что ты его тоже видела. Тоже... Что? Ладно. Эй, ты! Надеюсь, ты взял все огни с собой? Салик говорит, что вы ведете какую-то свою двойную игру, но при этом цели у нас схожи. А разве же есть разница, если мы хотим одного и того же? Если вы хотите использовать отправление в своих целях, пожалуйста. Только сначала мы разберемся с богами. Ой-ой-ой, Лейла. Сколько же в тебе жажды насилия? Жажды? Нет, Акетра, ты не права. Во мне ее почти нет. По крайней мере, если сравнивать с тем же Саликом. Вроде бы. Во мне есть предвкушение славной битвы. Оу, понятно. И все, да? Ну что ж, мы понимаем... кстати, это очень хорошо, что мы это послушали. Мы понимаем то, что около отправления, когда мы используем все артефакты, боги потеряют свою божественную силу. Вообще, знаете, то, что мы их называем богами, это как будто не совсем уже правильно, ведь мы-то знаем то, что это на самом деле обычные люди. Но ладно, в целом пока что привычно, боги так боги. Так, получается, здесь мы поговорили, здесь мы поболтали, остается только одинокая Дана. Эй, Дана, привет. О чем думаешь? Видел эту Лейлу. От предвкушения вся светится, чуть ли не горит. А ее огненные волосы только усиливают этот эффект. Почему у меня этого нет? Почему мне абсолютно плевать, чем все обернется? Да, я знаю, что Салик просто манипулирует мной, чтобы я оставалась в его братстве. Когда ты рассказал, что Роза бесполезна в моих попытках вернуть отца, Салик уверил меня, что, вызвав гнев Мтити в отправление, я смогу заставить ее воскресить его. Да, я знаю, что это бред. Но я столько лет потратила в погоне за призраком надежды, что... Я считала, что я не из тех, кто сдается до того, как испробует все доступные пути. Теперь я так хочу убить кого-нибудь, чтобы это дурацкое чувство вины исчезло из моего сердца. Ты понимаешь? Он просил меня остановиться в заброшенном порту. Бурис же говорил, что ни к чему такая спешка. Что 1,5 дня перехода из заброшенного порта до Нахвамдиса безопаснее. Он пытался меня урезонить, что-то доказывал, настаивал. Но я даже не стала его слушать. Я хотела уже добраться до грёбаного отправления и посмотреть в глаза смерти. А в итоге я должна расплачиваться за свою поспешность. Да, он умер. Ему плевать, он уже ничего не чувствует. А я теперь не только оплакиваю его смерть, но и должна жить с невыносимой виной. На его месте должна была быть я.
Да, тут поинтереснее диалог, чем у тех... О, надо же! Бессердечная Дана сама разбила свое сердечко. Вот это да! Дана, это не твоя вина. Ты не могла видеть будущее. О, здорово, что ты понимаешь последствия своих действий. В рациональном мышлении тебе не откажешь, Дана. Я, конечно, могу добавить сарказма, но что-то сейчас не хочется. У нас на кону отправление. Дана, это не твоя вина. Ты не могла видеть будущее. Тьфу ты! О, что? Я думала, ты уже понял, что мне не нужна ничья жалость. Твоя неспособность видеть дальше собственного носа ужасно удручает. И чего в тебе нашла эта Акетра? Не понимаю. Хотя, наверное, ей такие нытики больше по душе. Иди, развлеки ее как-нибудь, клоун. Я хотел помочь. -3. Ну-ка. Ну да, окей. Так, мы, получается, вообще со всеми поговорили, да? О, кстати, а это что такое? Такого, по-моему, на других кораблях не было. О, день пошел быстрее. Плывем, плывем. Никто не болтает. Сколько нам еще плыть-то? Господи. Обалдеть, сколько времени мы плыли? 2, 3, 4 дня. Где мы? Мы что, уже... Ой-ой-ой! Салик раздает какие-то указания. Серебряные маски бегут. Так. О, господи, мне бы какого-нибудь освещения. Ночь! Ну, как добрался наш женский корабль? Ты чё, охренел, что ли? Так, погоди-ка, сейчас я освещение добавлю себе. Так, быстренько факел создаем. Что это за звуки? О! Ты погляди-ка! Растаскивают тут все. Так, это мы пока сюда, это сюда и сюда. Еще раз, что ты сказал? Как добрался наш женский корабль? Как добрался наш женский? Салик, наша компания сформировалась не из-за половой принадлежности. Просто с нами плыть были приглашены только лучшие. И то верно. Что поделать, Салик, если среди лучших оказались только девушки, да? О, бла-бла-бла-бла. Удивительно, что меня обычно обвиняют в пустой болтовне. Ты, добро пожаловать в отправление. Иди, расставляй свои огни. Что? Не, погоди-ка. Дана рассказала мне, что для вашего ритуала должен умереть мироходец. Я не буду этого делать. А когда ты собираешься рассказать мне, что я должен буду погибнуть для вашего ритуала, а? Погоди, что? А я мог этого не разблокировать? Мне Дана рассказала это в состоянии аффекта, когда погиб Бурис. Вы хотите сказать, что если бы не погиб Бурис, типа его можно было как-то спасти, и тогда Дана бы не рассказала? Черт, это так много вопросов задает, это просто невероятно. И как же я и куда их должен расставить, а? Так, ну, наверное, я хочу вот это нажать. Когда ты собираешься рассказать мне, что я погибну? Что? Что это еще за бред? Откуда ты взял это? От расстановки огней никто не погибнет. Идем, я даже помогу тебе. Что? Подожди, Дана? Это он проверял ее. Это он проверил ее на вшивость. Он рассказал только ей. Это выдуманная правда. Дана. Обалдеть. Та-дам! Так. Ну давай, подойди сюда. Видишь? Я в порядке. А теперь давай, приступай. Это щит Роноса. Вау! Я первый раз вижу щит Роноса, кстати. Так, а ты куда? О, это другие огни! Что это? Подожди, что это? Это... А это что? О, видал, да? Это посох самого бога фараона. Настоящего бога. Того, что был в Мисре задолго до появления в нем людей. Тот, кто был до меня, велел молиться фараону как богу, когда узнал про посох. Но люди этого не поняли. Как же они будут молиться как богу тому, кого они видят каждый год? Я не понял, где реакция? Неужели ты узнал, что я играю роль фараона? Не знаю, как тебе удалось это выведать, но ты, надеюсь, понимаешь, что эта информация многим стоила жизни. Впрочем, после того, как мы убьем богов, необходимость в такой секретности сразу же отпадет. Да. Так что давай, быстрее, расставляй уже артефакты. Окей. Окей, я должен это сделать сам, да? То есть не сам. Господи, у меня просто уже язык заплетается от того, что я сейчас как бы
морально готовлюсь к тому, что что-то произойдет, а произойдет явно что-то необычное. Я там расставил, вижу, горн, солнце. Далее, что там я ставил? Что? Это перчатки? Перчатки Монту, молот Монту, да, ух. Так, и... Неужели появятся они, боги, во всей своей обычной людской красе, без божественных чар и магии? Остается последний. Это же мой, подожди. Эй, стой! Ну, смелее, Абд! Подожди, реально? Братья и сестры, приготовьтесь к атаке! Ну же, Лолошка, быстрее! Так, неужели я реально поставлю? Так, подожди, это же осколок! Что? Эй! Ну? Ничего не происходит, Салик! Черт, как же я могла поверить вам, что что-то произойдет, а? Столько лет поисков, столько погубленных жизней, столько потраченных ресурсов! И все это ради этого момента? Ради того, чтобы ничего не произошло? Черт возьми, Салик! Я же говорила, что огней 13! Ну, сейчас... Ты быстро! Ты должен встать в центр ритуала! Искра мироходца заставит пламя воспылать! Что? Нет, это же похоже на самоубийство какое-то, алло! А это точно безопасно? Знаешь, Салик, у меня есть подозрение, что ни я, ни Искра такого не переживем. А почему сразу я? Почему, например, не Акетра? Она вообще-то тоже мироходец. Есть у меня подозрение, что ни я, ни Искра такого не переживем. Отставить! Мне не нужно этой пустой болтовни! Быстро! Выбирай либо ты, либо Акетра! Мне плевать, кто из вас! Мы поквитаемся с богами сегодня! Раз и навсегда! Эй! Эй, Салик! Ты мне вообще-то не говорил о том, что... Молчать! Несмотря на мою любовь к болтовне, сестра, я очень многого тебе не рассказывал. Эй, Лолошка, стой! Я сделаю это. Что? Ты показал мне мир. Показал мне, какой я человек. Раскрыл мне глаза на реальность и заставил ее полюбить такой, какая она есть. Благодаря нашим путешествиям я познала настоящую боль, но и при этом радость надежды. Через уныние я пришла к вере и утешению. Чего? Ты давай мне тут это, не бузи, Акетра, не неси. Ладно, я не против. Раз Салику все равно, кто из нас, значит давай ты. Нет, Акетра, тебя ждет яркое будущее, а я простой Абд без прошлого. Никто из нас! Мы не должны этого делать! Плевать на мультивселенную! Давай сбежим и встретим ее конец вместе, Акетра! Не, мне кажется, в этот момент, если я вот это нажму, кто-то меня кинет, короче, прям туда. Либо Акетру. Мне кажется, что вот это надо нажать. Нет, Акетра, ты прекрасная, тебя ждет яркое будущее. А я простой Абд без прошлого. Нет, я не позволю тебе! Что? В итоге кто кому позволит? Я не... Я первый. Нет. Что происходит? Все не так. Я впечатлен, Лолошка. Даже больше того, я горжусь тобой. Не все ты сделал правильно. Не везде все прошло так гладко, как могло. Но самое главное, ты нашел Джодаха, собрал все огни и даже был готов пожертвовать собой. Ха. Жаль, что Салик всего лишь человек. Он не мог знать, что это не поможет открыть врата. Представь, насколько это было бы убого, если бы ты сейчас умер, и врата так и остались бы закрытыми. Ну да, так-то убого. К счастью для нас, сегодня не случится ни того, ни другого. У меня все еще мало сил, Лолошка, но я должен рассказать тебе. Раньше Миср был пустым миром, скорее даже карманным измерением. Его сделали в пустоте первые демиурги, во всех реальностях сразу. Первые, как ты знаешь, были сильнейшими. Они создавали целые реальности. Именно реальности, не миры. Отправление было точкой схождения этих реальностей.
важнейшей частичкой, где бесконечность параллельных реальностей соединялась. Через отправление можно было попасть из одной реальности в другую. Когда тебе говорили, что это древняя технология, нет, тебе не врали. Но никто даже близко не представляет, насколько она древняя. Когда междумирцы пали, мультивселенные навсегда обособились. До недавнего времени. Когда в твою реальность начали пробиваться сигналы, а потом еще и появились боги Мисра. Еще с первыми сигналами я понял, что происходит. Я направил тебя в ведомню сильно раньше твоего срока. Еще до того, как начались временные парадоксы. Потом понял и Джодах. Но что может этот пернатый, вообразивший, что видит все? Никто не может видеть все. Даже я. Я не знаю, что будет, если открыть эти врата. Я привык считать, что все остальные вселенные погибли. Но эти сигналы... Лололошка, мы должны проверить их. Я готовил твою судьбу. Выкраивал ее так, как мне было дано. Но я принял решение отказаться от своего плана. Я привел тебя к новой истории, окончание которой не знаю даже я сам. И уже никогда не узнаю. Чтобы открыть врата, нужна сила первых. То, что Дана называет 13-м огнем. Возьми мою маску! Открой же врата! Но прошу тебя, будь осторожен! Боже. Маска! Она потухла! Маска! Впервые потухла! О, что? Гнев Мтити? What the fuck? Ну давайте, скажите, что у вас на уме? Что? Молчите? Страх за горло взял, да? Это не страх. Это я. Стоит мне сжать кулак, как все ваши шеи переломятся. Нам запрещено использовать свою силу на смертных. Запрещено вмешиваться. Но не в отправлении. Здесь нам можно все. Ну, Рэйчел, давай, отпусти их. Не называй меня так. Почему я должна их отпустить? Ты же слышал, что они хотели с нами сделать. Ну, например, твой сын смотрит, какой ты пример ему подаешь. Ладно. Черт. Обалдеть. Что за... Лолошка! Лолошка, ты в порядке? О, привет, Лолошка. Рад, что ты живой. Эй, вообще-то это все благодаря мне! Нет, Рэйчел, ты уж прости, конечно, но над тем местом, где был Лолошка, у тебя нет никакой власти. Вы заплатите! Вы за все ответите! Эй, мам! Мама! Что, Ронас? А можно мне нового солдатика, пожалуйста? Ой, сына, ну сколько раз мы с тобой обсуждали, чтобы ты не конючил? Я занята. Тебе уже сколько тысяч лет, а? Ну, мам, ну пожалуйста. Ладно, но только одного. What the fuck, блин, у меня сейчас такой разрыв шаблона, я... Так. Боже. О, боже! Ой, Салику, наверное, сейчас у него вся жизнь перед глазами. О! Господи! Блин, обалдеть. Смотри, какой Что? у меня солдатик. Да, прикольно. Что ты смеешься, Дана? Тихо там. Солдатик!
Салик, великий и ужасный бог-фараон стал игрушечным солдатиком. Дай сюда. А ну, заткнулась! Ты что, не видишь, что ты его обидела? А ты что, не видишь? Мне плевать. О май гад. Что-то зря, походу, она такое, да, говорит? Капец, у меня просто разрывается шаблон от всего, что я вижу. Эй, прошу прощения. Друзья, мне кажется, нам стоит всем поговорить. Что? Кто Да, это, мама? это правда. А, Кетра, а мне вот кажется, что твои попытки всех помирить в этой ситуации смехотворные. Плевать. Друзья, как и ожидалось, план братства не сработал. Да, это правда. Так. Слушай, Кетра, у меня вопрос. Как тебе вообще пришло в голову к ним присоединиться? Нет, пожалуйста, давайте не об этом сейчас. Речь не об этом, Хэттентеп Спенсер. А? Откуда она знает твое имя? Нет, господи, пожалуйста, дайте мне договорить. Давай уже. Спасибо. В общем, если я правильно понимаю, то отправление должно было открыть путь к другим мирам, верно? Дать возможность немироходцам уйти в другой мир мультивселенной. Если мы оставим без внимания, что Тойфетун собирался прикончить вас, то второй частью плана было дать жителям Мисра уйти в мир, где им будет проще. Пожалуйста. Нет, абсолютно идиотский план. Почему это? А Кетра, отправление открывает двери не просто в другой мир. Да. Мои коллеги уже давно это забыли, но вообще-то мы были кучкой студентов-исследователей до того, как прийти сюда. Подождите, серьезно? А, ну понятно. То есть наши боги Мисра это просто какие-то недоучки. Ну да, можно и так сказать, Дана. Мы занимались изучением и просчитыванием временных аномалий. Хотели доказать, что... Ладно, чё это я вам все это объясняю? Вы все равно ничего не поймете. Нет, стой, подожди, Хэт, продолжай. О чем ты говоришь? Ну ладно, так и быть. Рэйчел, напомню, Джодах наделил нас божественной силой, но не божественной памятью. У меня же с детства феноменальная память, поэтому я знаю и помню, откуда мы. Остальные уже давным-давно забыли об этом. Заигрались в богов, проще говоря. Эй, вы! А знаете что? Боги из вас, как из хоры верблюд. Ты! Почему ты прокляла единственный зеленый континент, а? Никогда не смей так с ней разговаривать. Монстры — это дело рук вашего братства. Что? Что ты говоришь такое? Эй, простите, сестра, вообще-то он прав. Мы видели прошлое с Даной и Лолошкой. Первые члены братства пытались выкрасть солнце Селиасет и... Стоп! То есть, вы двое? Вы знали и молчали об этом? Хватит! Мне надоел этот цирк! Оу. Эй, что ты делаешь? О май гад. Что это? О боже, неужели? Это же бог-фараон! Я не понял. А почему врата до сих пор не открыты? А ты, блин, Нифига себе. Это временные парадоксы. Господи Иисусе! Обалдеть. Как их много в одном месте. Ты что, это все... Джо, ты вернулся! О боже, Джо, иди сюда! Как же я рада тебя видеть! О, Кнев! Джо, как ты мог скрывать от нас и от меня свои истинные намерения? Но я не могу на тебя злиться, просто не могу. Тем более теперь, когда Хэт мне все объяснил. Так, подожди. Я не понял. Что вы сделали с Мисром? Я смотрю, вам надоели ваши божественные обязанности. Но, Джодах, ты же сам запретил нам вмешиваться. Нет, не так, Кнев.
Я запретил вам вмешиваться напрямую, потому что ты помнишь, что было, когда... Прошу прощения, Что? прошу прощения. Давайте не вспоминать об этом, пожалуйста. Ладно, ладно. Тогда, пожалуй, я напомню вам, как мы договорились, что вы станете богами. Позволь мне, Джодах. Когда придет время для парадокса, мы потеряем свои способности и вернемся. Но... Только с того-то момента прошло столько времени! Кроме меня никто уже не помнит прошлых жизней, Джодах! А я не понимаю, почему это должно волновать меня, Спенсер? У нас была договоренность. Да, Джодах, я не спорю с тобой, я согласен. Но я много думал, куда же мы вернемся сейчас? Когда мы договаривались, никто из нас не мог даже подумать, что мы... Повторяю, меня это не волнует. Я не собираюсь сейчас это выслушивать. Нет, ты выслушаешь! Спенсер самый умный из нас! Дай ему договорить! О, ладно. Только быстро. О, благодарю. В общем, Джодах, после стольких тысяч лет наша реальность изменилась до неузнаваемости, а мы, даже я, несмотря на мою идеальную память, мы совсем разучились быть людьми. Пойми же, ни реальность не готова к новым нам, ни мы к новой реальности. Так, и что же ты предлагаешь сделать? Простите, прошу прощения, можно? Говори. Я просто, может быть, не до конца понимаю все происходящее, но, знаете, я тут подумала, если Хаттентеп, то есть Спенсер, говорит о том, что не хочет возвращаться, а остальные боги забыли все, кроме того, как быть богами, то, может быть, вы могли бы дать Мисру второй шанс, а мы... Черт. В общем, мы, братство, могли бы дать второй шанс богам. А ведь знаешь, Акетра, иногда я забываю, что выбрал своей миссией помогать Вселенной восстановить порядок. И сейчас ты об этом мне ой как напомнила. Эй, тогда и я скажу. Только если они смогут сделать весь Миср зеленым. Да, и научат нас магии, и вернут Салика. Ты что? Нет, не надо! Да, ну, не надо, так и не надо. Да, хорошо. Что-то обсуждают? В общем, Селия сказала, что она могла бы сделать континент зеленым, если я выдолблю ей новых морей и рек. А я-то могу! Ха-ха! Ну вот, молодцы. В чем братству не откажешь, так это в знании проблем этого мира. Они могут помочь вам указывать на то, чего вам с вашей высоты не видно. Да? Я уверена, задачи найдутся для каждого из вас. И для вас, богов, и для нас, братства. Я бы могла помочь с академиями. У меня есть еще кое-что. Кнефмтити. Смущенная Дана? Никогда бы не подумала. Вы, наверное, не знаете, но я всю свою жизнь посвятила, чтобы... Посвятила попыткам вернуть своего отца, верно? О, Из-за чего там недавно погиб твой возлюбленный? Что, хочешь, чтобы я их обоих вернула? Да, я именно этого и хочу. Знаешь, а тебе повезло, что я действительно обладаю такой силой. Только вот воскрешение даже одного человека сильно нарушает баланс Вселенной. Ты должна что-то дать взамен, дорогая Дана. Но что же я могу дать? Удивительно, как много ты о себе думаешь обычно, и как мало сейчас. Ты, моя девочка, взяла в свои руки силу вершить чужие судьбы, убивать. Ты натворила очень много зла. Прости. Потрать следующие годы жизни, чтобы на каждое твое зло было по 2 добра. И вот только тогда я посмотрю, что смогу для тебя сделать. ого. Вот это условие. А что? А что вы на меня так смотрите? Они самое дорогое, что у меня было в жизни. Да, конечно, Кнеф, я сделаю это. О! Абди! Я не стану вас убивать.
Я передумал, госпожа Дана. Все то зло, что вы сотворили со мной, я прощаю вам, потому что я человек. Вау. Ох, Абди. Абди. Пойдем, не надо. Вот так вот, а. Ой, там Хануф валяется. С ней все нормально? Да уж, послушать вас всех, так вы все для себя сейчас выбираете тяжелый путь. Пересоздание мира, переопределение его... переопределение себя. Что я всегда любил в людях, так это их непомерные амбиции. Только благодаря этим амбициям становится возможно большинство чудес. Ну что ж... Лолошка, нам вообще-то все еще нужно избавиться от осколков. Иначе возрождение Мисра не будет иметь никакого смысла. Почему не открылись врата? Так, а чё вот это за выбор, да, такой вот интересный? Блин, чё-то все-таки упустил. Потому что я не вставил последний главный артефакт. Потому что я решил, что этой мультивселенной лучше умереть. Ну, потому что я не вставил последний главный артефакт. Ну так и чего же ты ждешь? Вставляй его! О, держать все осколки в одном месте долго и опасно. Ну же! Чё мне? Простите, господин бог фараон Джодах. Как вы думаете, а может хотя бы один осколок остаться? Седрик, ты все-таки понял. Не зря ты самый умный ученый во всей Пропии. Я говорил про тебя со смотрящим. Ты не парадокс, Седрик. Ты антипарадокс. Не-не-не-не-не. Я не Седрик, я просто Сдерик. Бывший строитель при храме Хатентепа. Ох, как же я иногда забываю, что мои объяснения лишь путают смертных. Простыми словами, Седрик, ты можешь остаться. А теперь, Лолошка, пришло время. Что? Что пришло время? Куда? О, смотри, оно выдвигается. Черт. О май гад. То есть, подожди, в любом случае без этой маски бы ничего не произошло. Я настолько важная, ключевая штука в этом сюжете, без меня бы ничего этого не произошло. То есть Междумирец и я все это время это одно целое. Надеюсь, я правильно понял. Это как раздвоение личности, что ли? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. О, как это красиво. Обалдеть. Обалдеть. Ну, Монту и Селиасет, кстати, обнимаются, я только сейчас заметил. Ронос играет солдатика, ему нормально. Что? Приветствую вас, благодарная публика! С вами я, JDH! И да, я ношу очки под маской. Какого за дьявола здесь? Тише, 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 ну куда же вы? Я еще не закончил свое приветствие. Привет. Это имя я взял себе, когда познакомился с одним интересным парнем. Мне хотелось быть немного похожим на него. Расшифровка есть. Джон Дэви Харрис. Так что можете звать меня просто Джон. И еще раз приветствую. Или, может быть, вы можете звать меня Дэйви? Харрис, впрочем, звать меня не стоит. Некрасиво обращаться к человеку по фамилии, это точно. Привет, а ты красотка. Кстати, а как тебя зовут? Я Акетра. Ой, красотка, я спрашивал не тебя. Меня интересует ты. Что я? Я этот... Почему ты так похож на меня, черт возьми? Что я? Что? Мне нужно что-то... А, как меня зовут, он же спросил, точно. Лолошка.
Тёзка, значит? Меня так уже давно не звали. Давно. Дай-ка сюда. Я смотрю, вы красотка высокой культуры. Я сам написал. Нравится? На, возьми. Подождите, стойте. Вы тот самый автор странных странностей? Ну да, а что такого? Но как? Да, это не важно. Ох ты, батюшки мои, батюшки! Сколько ж у вас временных парадоксов-то, обалдеть! Ты что с ними собираешься делать, а? Выбросить в мою параллельную реальность? Сдурел? Думаешь, наша версия тебя станет этим заниматься? Ха-ха-ха, ладно. К твоему счастью, моя версия меня знает куда больше, чем ты там. У тебя, я так понимаю, есть другая идея, как избавиться от парадоксов? Ладно, попробую как-нибудь. В общем, любая мультивселенная постоянно расширяется, так, поэтому-то она и бесконечна. Это расширение, это движение, означает, что у всего внутри нее есть своя вибрация. Знаете, мне даже нравится думать об этом как о сердцебиении, хотя оно вообще не похоже. Временные парадоксы состоят из квинтэссенции вашей реальности, вашей чистоты. И хотя в обычной ситуации ни для тебя, ни для меня эти вибрации-то и незаметны особо, в условиях сжатой энергии парадокса вибрация имеет большую роль. Ведь входя в резонансный контакт с физическим телом параллельной вселенной, очень быстро они просто не выдерживают. Оп, 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 опа, хе-хе, вот так вот, смотри, как могу, оп, опа-на, вот так вот, давай, ха-ха-ха, давай, что, черт возьми, происходит? Честно признаюсь, я завидую тем, кто до сих пор не пришел в сознание после атаки к Нефмтити. Да. Хотя кажется, сейчас я к ним Обалдеть. Подожди, серьезно? Это... Он просто... Это... Ну вот и все. Как оно? Помогло? Ну... А? Что такое? Да ладно. Помогло. И я молодец! Снова всех спас! Предлагаю отметить танцем! Ой. Мне что, подойти к тебе? Ой. Господи! У меня башка плавится от происходящего. Нет! 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 Что ты наделал? Где я? А? Что? Куда? Что? Нет! Не говорите, что я исчез! Тойфетун придет за ними! Да не существует его, что ж ты говоришь-то такое? На протяжении стольких серий он был прав и даже не подозревал об этом. И вот мы пришли за вами. За вами пришел кое-кто пострашнее, но нам уже пора. Выступление вот-вот начнется. Да, время. Нужно успеть занять места на площади. За мной. А, черт! Это так необычно вообще, это самый лютый финал. Объявляю сезон прошедшим! Я, ваш менеджер, выступаю сегодня перед вами как гарант, как отец и как огонь. Великое горе, посмотрев финал, не поставить лайк и не оставить коммент. Рома не мог оставить такое событие без внимания. Он обратился ко мне. И я ответил ему. Но слово менеджера, мое слово, не имеет никакого веса без речи остальной команды. Они стоят за мной, и я стою вместе с ними. В
Storytelling Team есть божественность и есть их дар. Божественный свет подарен нами через сезоны и через их силу. И в этой силе мы просияем сами. Весь YouTube воспрянет. Через мое слово говорят все они. Говорят с вами, потому что вы верите в них. И потому слово мое — закон. И явление мое — гарант. Откройте сердца вашей моей команде. Откройте ваши души и встречайте! И помните, вселенная стремится к порядку. Да. Это божественно. О, Камыш! Камыш! Сценаристка! Муа. Великие коты и кошки Мисра, обращаюсь к вам. Все остальные тоже могут послушать. Поверить не могу, что еще одно путешествие легендарного Ло подошло к концу. Сколько всего было, а сколько так и не случилось. Главное, чего не случилось, так это ни один котик не пострадал от солдатика Салика. Зафиксировали успехи, запомнили ошибки, преисполнились радостью и летим в праздники в предвкушении нового, ни на что не похожего приключения. Всем счастливого Нового года! Тепла, уюта и любви. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Шикарно, шикарно. Ой, все будут вот так вставать в ряд. Боже, сейчас вы увидите, какая большая команда у нас. Жители Великого Мисра, сегодня я, как ведущий разработчик, стою перед вами, озаренный светом 13 огней, чтобы провозгласить завершение этого этапа на нашем пути. Все ошибки и трудности были испытаниями, отправленными судьбой, чтобы сделать нас сильнее и мудрее. Сквозь призму времени наши усилия превратились в великий храм знаний, каждый камень которого — плод нашего сотрудничества. Сегодня, закрывая эту главу, мы открываем врата к новым мирам и новым открытиям. Но память об этом путешествии навсегда останется с нами. Я горжусь каждым из вас, каждым из моих товарищей. Ведь и вместе мы создали нечто большее, чем просто сезон. Мы создали чудо. Прощайте. И пусть наши пути снова пересекутся в следующих главах нашей бесконечной истории. Спасибо. Хлопаем, хлопаем. Ребята, хлопаем. Кто не хлопает, тот не хлопает. Привет. Благословенные жители Великого Мисра! В этот волнительный момент я стою пред вами, озаренный лучами солнца, даруемого нам Селиасет. Прошедший год был наполнен испытаниями, ни одно из которых не было для нас простым. Но сегодня я объявляю эту главу завершенной! Мы преодолели все трудности на нашем пути, став сильнее, как этого желает сам Ронас. Трудолюбивее, как завещал Монту, и мудрее, как предвидел Хэтентеп. Безусловно, столь благополучный исход не мог быть дарован нам свыше. Каждый из моих соратников трудился, не покладая рук, дабы вы узрели сказ о путнике, открывшем нам пути к чужим мирам. Да, выражаю благодарность своим товарищам за проявленное трудолюбие и вам, жителям Мисра, за проявленный интерес к нашей работе. Совместно мы превратили этот сезон в незабываемое приключение, который каждый из нас захочет пройти снова. И мы непременно пройдем его вновь, ведь дальше больше. Спасибо. 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 У-у-у! Уважаемые сограждане и взорчий устремлен на нас извне. С начала Великого Ахета я, новоявленный руководитель всех творцов легенды о 13 огнях, хочу выразить свою глубокую благодарность и почтение каждому из вас. Летописи и живопись тех, кто питает страсть к великому Птаху, питают и наше великое братство. Я хочу поклониться вам, дабы воздать должное вашему пристрастию. Следуйте своему предназначению, сияйте яркостью своего труда и знайте, вы — драгоценные камни нашего величественного общества. Да хранят вас боги, мои друзья, и да будет каждый ваш шаг наполнен смыслом и благосклонностью. Слава вам, нашим дорогим труженикам! Спасибо!
Отличная речь, вау, вот это да. О, капец. Рад приветствовать всех вас в этот знаменательный день. Конец сезона, конец еще одного нашего испытания, которое мы успешно прошли, кстати. Без моих соратников это было бы невозможно. Итак, я, как один из богов-фараонов, даю вам, зрителям, напутствие. Стремитесь к знаниям, как Хетентеп и Акетра. Трудитесь, как Монту и Сдерик. Упорный труд и знания – залог успешной жизни. Лишь имея представление об устройстве мира, можно увидеть его истинную красоту. На этом я с вами прощаюсь. Но ненадолго. Спасибо, что оставались с нами до этого момента. И мы все надеемся, что вы будете с нами еще долгие годы. Вот так вот, а! Хе-хе. Что это? Что? А! Ни хрена себе ушел! Прикольно. Открыл себе путь к другим мирам, называется. Приветствую вас, жители Мисра. Вот уже которое по счету приключение подошло к концу. И, признаться, рассказать это приключение оказалось не так уж и просто. Позади нескончаемое количество усилий и страданий. Но сколько историй еще впереди-то, а? Хе. И дай нам, Монту, силы преодолеть все эти тяготы грядущих приключений. Пусть сценарное слово безустанно оттачивается стальным пером мастера страницы истории, а мягкая кисть художников легким касанием придает блеск пуговичным кукольным глазам. Пускай вдыхает жизнь тряпичным тельцам их тонкими нитями умелая игра кодописцев, а великие психологи-испытатели настраивают их под стук часовой стрелки, закручивая винт в ватные мозги. Молот строителя же бей ежеминутно по каменьям храмов, возводя величественные сцены для умелого танца манекенов. И глаз легендарного героя звучно лети по пустыне, возбуждая слух всякого ее жителя. Ох. Куй, мастерское искусство, коль нет предела совершенству. Вечность — наше ремесло. Спасибо. О. А, да, привет. Забыл встать. Ох, ё-моё, а? Жители Мисра, этот год был непростым. За время создания этой истории все мы пережили множество других, не менее важных историй. В них были главы с бедами и испытаниями, радостью и триумфом, любовью и горем. Но главное помните, какие бы эмоции ни вызывали главы этих историй, все они крайне важны. Сегодня мы заканчиваем одну из них, но при этом открываем врата к новым, которые будут полны новых миров и открытий. Да, живите свои истории так, чтобы они стали очередным радостным словом в аллее храмов. Надеюсь, вы останетесь частью нашей совместной истории. Удачи! Хорош! Туда! Ой, что? Силы Сета, что тут у нас? Что там у нас? О, батюшки, сезон кончился. Прошел он, конечно, с огоньком, ничего не скажешь. Я бы даже сказал, с огоньками. Надеюсь, вам всем понравилось. Да, спасибо. Да? Ну ладно. Это было мощно. Эффектно. О, Зейд! Самый первый программист во всех сезонах. Жители Мисра! Случилось невероятное! Хе-хе, я уже второй раз на сцене, прикиньте. Хочу сказать слово благодарности вам, что смотрите на наше творчество. В этом сезоне было воплощено много новых идей, много. И что самое важное, мои идеи тоже. Я получил много нового опыта и стал ближе к нашей большой команде Storytelling Team. Это круто. И главное не забывать, что дальше больше. Еще увидимся. Спасибо. Зейд, спасибо тебе, черт возьми! Так. Морган Фриман. Путники, восхождение завершено. В каждой тени ваша преданность. Благодарю за ваш восторг, который стал источником вдохновения. Ваши эмоции — слова в аллее храмов. Ваши воспоминания о приключениях станут пергаментом в вашей душе. Ваш взгляд
ключ в дальнейшие миры бескрайней свободы. Хоть этот путь и был непростым, я был рад стать частью этого, правда? Сияйте, как звезды на небосводе! Вечные воспоминания о скитаниях по Мисру. Спасибо. Хорош. А тут места-то хватит вообще всем, нет? Я просто уже задумался об этом. А! Вот. Привет. Дамы и господа, милые странники, добро пожаловать в вихрь чудес и безумия, где время танцует свой головокружительный вальс. Сегодня, в этот безумный час, я стою перед вами с невиданно удивительным сердцем, наполненным ароматом пустынных загадок и каплями чудесного чая. Помните, что когда закрываются двери одной истории, ее дух остается с вами как вечный огонь. В этой красочной мозаике воспоминаний каждая закрывшаяся дверь становится лишь дополнительной страницей в чудесной книге. Ой. Так что, милые слушатели, продолжайте свое фантастическое путешествие вместе с нами. И пусть каждый миг в этой загадочной истории принесет вам удивление и радость. С любовью и благословением я прощаюсь, оставляя вас под зорким взглядом смотрящего во всем этом безумном вихре. О, время. Время пить чай. Вы когда-нибудь разговаривали со временем? Хорошо. О, сюда, давай, сюда. Хакагрон? Хакагрон. Как думаете, когда человек отправляется к Нефмтити? Когда пуля поражает его сердце? Не. Когда его поражает неизлечимая болезнь? Не. Может быть, когда он съедает суп из ядовитых грибов? Не. Человек умирает, когда о нем забывают. Надеюсь, эта история навсегда останется в ваших сердцах, как и в наших. Спасибо, что смотрите. Дальше, больше. Хорош. Вот это сказанул, нифига. Вот это, блин, вообще мощно было, да? Коротко, знаете, сильно. Так, а это его брат. Богиня Кнефмтити была благосклонна к нам. Мы смогли пройти этот сезон без смертей. Ну, почти без смертей. Всем 993 кружек кофе за мой счет. Да наполнит нас сила Кнефмтити. За сим отклоняюсь. Спасибо. А чё ты не у брата встал? Ну ладно. Эля? О, жарко сегодня. Может быть, это потому, что вы греете нас своей поддержкой? Ха, спасибо. Этот сезон был действительно сложным. Новые механики, невероятно красивые города, детально прописанный сюжет. Ой, мы стараемся для вас и вкладываем все свои силы. Я знаю, что многие из команды сейчас смотрят это. Несмотря на все трудности и бессонные ночи, мы справились и сделали действительно красивый и проработанный сезон. Огромное спасибо Саше. Он тот, кто старается для нас и для вас. Спасибо Тасе, ведь без нее история бы не смогла быть такой интересной. Спасибо всем кодерам, тестировщикам, художникам. Я рада, что смогла найти таких классных друзей. Благодарю. Я просто вижу, как уже места не хватает, как бы они все там встают далеко что-то уже. На протяжении 85 серий мы наблюдали, как Лолошка собирал огни. И знаете, этот сезон очень хорошо олицетворяет нашу жизнь. Ведь жизнь — это череда потерь и приобретений. Мы всегда бежим за чем-то, стараемся успеть сделать как можно больше, но даже не замечаем, как мир вокруг меняется, как близкие нам люди появляются и пропадают. Мы настолько спешим, что даже не успеваем это прочувствовать. Не успеваем порадоваться мелочам. Или же погрустить тяжелые для нас моменты. Важно помнить, что главный огонь — это тот, что горит в нашем сердце. А еще, что Мусфера выкусит. Да-да, она должна выкусить, понятно? Что? Ну, блин, ладно. Менеджер так посмотрел. О, господи. Дорогие зрители! Не описать словами, какие эмоции доставляла работа над сезоном. Я рад, что смог поработать и над 13 огнями. На разработку ушло много сил, так что, надеюсь, вам понравилось. И напоследок запомните, люд простой, работать нужно не 12 часов в сутки,
а во имя Монту. Спасибо. Масалама. Места нет, ребята, места нет, вас не видно. Вас уже не видно. Павел здесь. Как сказал мой коллега, работать нужно не 12 часов, а во имя Монту, бла-бла-бла. Работать нужно не 12 часов, а головой. Спасибо Хэтентепу, что научил такой мудрости. Как жаль, что ей не удалось воспользоваться. Да. Чтобы вы могли наслаждаться всем этим, приходилось откладывать книжки. Срукнпвквут в сердце навсегда, Тась. Я не жалею ни об одной минуте. И хочу сказать огромное спасибо моим любимкам Абдам, поклоняющимся творению Джеймса Гослинга. Я вижу этот кубический мир уже не первый десяток лет. И думал, что меня сложно удивить. Но то, что делали ребята, это просто фантастика. Эти манускрипты за авторством потрясающего человека в симбиозе с работой дев-отдела превращались в потрясающую картинку. Я был рад видеть ее в числе первых и стараться сделать ее еще зрелищнее для вас. По скриптум. Дев — это дедлайн еще вчера. Такое часто приходилось слышать от человека, терпению которого можно было только позавидовать. Саша, спасибо. Ты оставляешь тут всю свою душу. Рад, что могу быть полезен. Рад, что причастен к этому. И рад, что когда-то мой тезка сказал: впрочем, Павел действительно нужнее здесь. Я ушел тестить. Пока. Да. Тест сломан. Так. Еще. Давай. Надо уже быстрее идти. Они как будто появляются с каждым разом все дальше и дальше в конце очереди. Приветствую, дорогие дамы и господа. Я, как жрец Птаха, состоявший в братстве с самого начала написания легенды о голосе времени, расскажу историю написания нынешней легенды. Легенды о 13 огнях. Поначалу было тяжело. Сколько сил и времени было потрачено. Сколько бессонных ночей проведено. Но мы смогли с этим справиться. А все благодаря великому менеджеру Сани, который направлял всех нас на верный путь. И, конечно же, спасибо Кнефмтите, что пощадила нас. Эта легенда многому нас научила. Методом проб и ошибок мы смогли стать сильнее. Мы с каждым днем совершенствовали свои навыки, чтобы вы могли радоваться от нашей живописи. И надеюсь, вы оценили весь наш труд. Что ж, увидимся в следующей легенде. Спасибо. Так. Смотри, они реально каждый раз все дальше появляются. Приветствую тебя, народ Мисра! Я жрица Птаха, совсем недавно вступившая на пост, совсем не ожидала, что будет так сложно. Но, к счастью, боги, в том числе милосердная Кнефмтити, жалились над нами и позволили дальше трудиться над созданием как этой, так и следующей истории. Ведь там, где заканчивается одно приключение, всегда начинается другое. И я безумно рада возможности приложить к этому лапки. Надеюсь, наш труд и дальше будет вас радовать. Без лишних слов, спасибо, что смотрите. Люблю вас. Мяу. Следующий. Приветствую вас, зрители! Этот сезон был насыщен локациями. Я, как главный и единственный строитель, надеюсь, что вы и Монту оценили мои труды. Спасибо, что смотрите. Вау. Это было сильно, коротко и сильно, да. Привет! Я, если что, первый раз на сцене. Но вот уже 10 лет, как я знакома с каналом Ромы. И вот уже 10 лет, как я рисую его персонажа на своих работах. 3 года из которых я рисую превью. Рада знакомству. За это время на моем творческом пути было немало взлетов и падений. Но что оставалось постоянным в нем, так это персонаж с шарфом в черно-голубую клетку. А вообще, за последние 2 сезона я рисовала не только превью. Мне довелось создавать для вас одежду, пины, брелоки, плакаты. Я очень надеюсь, что вам действительно нравится. Я очень боялась пробовать себя в дизайне. Но вы не подумайте, мне нравится. И мне очень приятно видеть, что вам нравится мое творчество.
Спасибо. И еще я хочу сказать, что спустя долгое время я начинаю чувствовать себя действительно частью команды. Благодарю. Да, Вика более 10 лет уже рисует не просто превьюшки, а вообще в целом моего персонажа. Это удивительно. Мистер Челлендж! В этом мире нет ничего более могущественного, чем перелом сознания. Ты можешь изменить цвет волос, свою одежду, но если ты не изменишь мышление, то события вокруг тебя будут дублировать себя раз за разом. Единственное, что может сделать тебя счастливым, это шаг на ступень выше. Это осознание того, на что ты способен. Прикосновение к состоянию, когда ты прорываешься сквозь вязкость быта. И хоть краем глаза, но видишь, как будто со стороны, истинного себя. Когда ты с головой погружаешься в болото своих страхов и ввязываешься с ними в бой, чтобы продолжать движение. Вот тогда-то и начинают происходить события, которых ты так долго ждал. Спасибо. Хорош! Хорош! О, модератор. Кто-то сказал модератор? Настала пора вспомнить, что нам всем стоит идти в ногу со временем. Оу. Ты сменил скин! Ух ты! Жрец буквоедства доволен. Хе-хе-хе. Поклон тем, кто отделял другие должности разработчиков сезона от сценаристов. Все молитвы из комментариев не остаются неуслышанными. Даже не сомневайтесь в этом. Ну а в завершении всего хотелось бы повторить главное. Всех этих замечательных людей, прекрасных антропоморфных существ, и, конечно же, того, чьим голос... Хорош. И, конечно же, того, чьим голосом я говорю. Объединяют как минимум одно качество. Все мы Storytelling Team. И самое главное, тут еще не все, чтобы вы понимали. Тут это даже еще не все. О, это сцена. Так. Это уже после того, как он меня выкинул. Пипяу-чикиряу. Он дает всем пятюню, потому что он... О май гад. Это же получается я, нет? Это я из другой реальности. Обалдеть. Как же все-таки придумали, а? Удивили, ну прям... Нет. Седрика больше не существует. Стоп. Стоп, погоди, меч. Он не исчез. Я понял. Это его меч. Это его меч. Все это время это был его меч. Охренеть. Это просто охренеть. Ну, что ж, дамы и господа, как и было сказано многими до меня, действительно завершилась еще одна мега-грандиозная история. История, над которой так упорно работали уже не пара человек, и даже не пара десятков человек, а куда большее количество упорных, крутых девчат и парней. У меня, понимаете, у меня сейчас снова, спустя кучу времени, такая небольшая дрожь по телу, как будто осознание конца, законченности еще не пришло окончательно. Тем не менее,
это действительно финал сезона. 13 огней очень сильный сезон, который смог показать, что нет ничего невозможного. Была бы только сплоченная команда. Это правда. Я хочу выразить огромную благодарность всему коллективу. Вы реально огромные молодцы. Менеджер, сценаристы, тестеры, кодеры, художники, строитель, монтажеры и, конечно же, вы, зрители. Без каждого из нас, как в мозаике, просто не получилось бы такой крутой цельной картины. Вы понимаете? Вы осознаете? Ну, в общем-то, думаю, да. Что насчет финала? Жесть, я охренел, конечно, это просто вообще пушка. У меня, знаете, у меня каждую секунду были мурашки, они скакали по коже туда-сюда. Блин, мне прям не терпится увидеть, что будет дальше. А ведь мы все помним, что дальше больше. На этом я действительно буду постепенно с вами прощаться, потому что чем больше я сейчас буду загонять себя во все это прощание, тем хуже самому себе буду делать, мне кажется. Мне правда очень понравилось играть в 13 огней. Еще раз вам всем огромное спасибо. Спасибо за просмотр. Мы на этом не останавливаемся, это точно. Ну, а с вами были Лолошка и сезон 13 огней. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. О нет, о нет, о нет! Мусфира, я опоздал!